нет. Вот ответ на твой вопрос. Твой парень долбоёб, он все время хочет секса, но путает всегда Тутанхамона и Рамсеса. А мне лишь стоит вовремя сказать, что я все знаю, и ты на меня как на пирамиду залезаешь. Ты любишь поболтать о фараонах и о сфинксе, но я вынужден признаться и должен извиниться. Мне не интересно. Мне не интересно. Мне не интересно. Мне не интересно. Мне нравится твоя кудрявая башка, особенно когда ты танцуешь до утра. Но бесит, когда ты излишне вежлива со мной. Детка, будь со мной уверенней, пни меня ногой. Ты встаешь из-за стола и выполняешь колесо, и, улыбнувшись, просишь у меня насос. Я вижу твою грудь сквозь тонкую футболку, и в ответ шучу, что у меня только иголка. Ты стала серьезной и плюхнулась на кресло, сказала, что я гений, что так любит моих песен, но мне не интересно. Мне не интересно. Слышь, мне не... Так, окей. Всем привет, всем здорово. У нас тут Silent Hill. И мы потихоньку идем к финалу, к второму прохождению. Так. Ну это, по-моему, все сделал. Да, все сделал. Пошли. Интересно, сегодня сможем пройти? По идее, должны. Что там у нас? Так, шоколад придется похавать. Попался. Отлично. Так, вот этого мы зарежем, пожалуй. Урон получать нельзя, иначе баф пропадет на повышение урона. Надо аккуратненько. Отлично. Блин, а когда
длина этого меча повысится. Что-то она вообще не хочет повышаться. Хер его знает. Я вроде кучу народу убил этим мечом, но... Ну ладно. Да, нож это имба. По идее, нож это самое что ни на есть офигенное оружие в этой игре. Кухонный нож имеется в виду. Он быстрый и много урона наносит. Но единственный его минус это в его прочности. Но с помощью билда можно решить эту проблему. Как же мы много шоколада кушаем. Было бы прикольно, если бы она... О нет, оно добралось даже до моего дома. Если бы она могла растолстеть, вот это было бы классно. Типа, чем больше ты кушаешь, тем хуже ей становится. Выносливость маленькая становится. Было бы забавно. Хардкорные игроки бы к концу игры вообще были бы спортсменами. А казуальные игроки, ну ладно, просто игроки, которые бы много хилились, хавали бы все дерьмо подряд, становились бы толстыми, и там у них отдышка была бы жесткая. Было бы прикольно. У меня такой был. Что происходит? Так, ну и кто будет сейчас? Алло? Это дом Симидзу? Это рыбное хозяйство Акамото. Спасибо за вашу преданность. То же самое. В прошлый раз то же самое было. Я и забываю, что у меня сейчас английская озвучка стоит. Так. Ну, окей. Так, никаких подношений нет. Это комната. Я ее не узнаю. Слушай, Нари. Так, сейчас по всем комнатам просто пройдемся. Я помню, что сейчас врагов не должно быть. Рамне. О. Дневник мести. Моему отцу хватило смелости обвинить религиозных иерархов города в присвоении собранных налогов. Вскоре он погиб в несчастном случае, и эти мошенники посчитали это божественной карой Инари сама.
С того дня я потерял всякую веру и стал атеистом. Я не верю ни в богов, ни в Будду, ни в божественные кары, ни в идиотские проклятия. Вместо этого я обратился к исследованиям и начал изучать историю местных религий и фольклора. Ага. Дневник Мисти. О, Это новое место. а? Новое место. Вот это почти. Да. Моей целью было разоблачить их драгоценную веру и показать, чем она является на самом деле. Собранием нелепых сказок, сочинений для лживых манипуляций и в конечном итоге отомстить. Этот дневник призван стать моим последним посланием миру. Боюсь, что мое здоровье неуклонно ухудшается. В начале этого месяца у меня совсем пропал аппетит. Прошло 3 недели, а голод так и не появился. Если же я пытаюсь запихнуть в себя еду насильно, меня сразу рвет. 2 дня назад я попытался съесть немного рисовой каши, но безуспешно. Почти сразу меня вырвало. Но самым страшным было то, что в моей рвоте кто-то шевелился. Это оказались личинки саранчи. Вчера я проснулся от внезапного приступа удушливого кашля. В горле и во рту было странное ощущение, будто кто-то извивался и царапал меня изнутри. Я включил свет и выплюнул, что влезло мне из горла. Это были кузнечик и сверчок. По кровати вокруг меня ползало еще 10-1.5 насекомых. И я их выкашлял. Ничего себе. Папа, А, это что, Роблокс? Нет, это его. Roblox-то. Roblox это плохая игра. Это вообще даже не игра. Что это? Кака? Да? Ну да. Ну типа, зачем играть Roblox, если есть много хороших других игр? Даже тот же Fortnite будет намного лучше для восприятия, хотя бы. А то все эти квадратные морды, что в этом хорошего? Ты квадратный, да? Ну вот. Я не могу пойти к врачу. Если кто-нибудь увидит, что со мной творится, то сразу скажет, что это божественная кара. Рано утром меня снова разбудил мучительный приступ кашля и бесчисленные насекомые, извергающиеся изо рта. Они вылезают из меня, расползаются по шторам, разбегаются по полу, пока каждый дюйм моей комнаты не покрывается блестящим и кишащим ковром. От меня уже осталась одна кожа до кости, но голова кажется распухшей и тяжелой. Всякий раз, когда я ее шевелю, мне слышится внутри глухое стрекотание. Мой череп наполнен ими, или, может быть, их яйцами. Вчера, несколько минут назад, голова болела так, что я думал, что она лопнет, но потом все рукой сняло. Однако кашель и насекомые становятся все хуже. Вряд ли я дотяну до утра. Я отказываюсь верить, что это кара за то, что я усомнился в богах. Кто в здравом уме поверит в такую чушь? Бедняга. When was this taken? Кто сделал эти фото? Всем привет. Привет, Дон. Здорово. Здорово. Так. Смотри-ка. Теперь перевернуты чисто друзья, а семья нет. Нормально. This is my parents' room. Это комната Isn't it? моих родителей, не так ли? Сходила к портному. А портные рвут одежду? Я не знаю. Не. Так, повздорила.
Девчонка сама с собой немного, так сказать, ведет борьбу сама с собой. О, топор. Так, а он мне нужен или нет? Ну, портной такой. Я экспрессионист, придам костюму немного экспрессии. Но... И при этом девчонка сопротивлялась. Остановись, хватит. И в итоге вот ссадины, ушибы, подрались в общем. Так. Не могу открыть. Могу открыть. Is this some sort of offering? Так, ну думаю, сегодня пройдем эту игру. Сегодня пройдем. Меч и Лис сражались на весах после долгого вот. Алис воцарился, взяв черную птицу за правую руку. Лис показал ей весы, которые держал в другой руке. Теперь ты должна сделать выбор, черная птица. Приняла ли ты решение? На одной чаше весов был лис, а на другой пусто. Черная птица — это типа наша старшая сестра. Shu, Все, is that you? это ты. What's this Здесь там doing here? гач в подземелье. This date. Что здесь делать? Это дата, я чувствую, что в ней есть что-то особенное. — 1962 год. 6 число какого-то месяца. My house. What the hell's happening? My house. Так. Чё, как выходные прошли? Как оно? Это ее дом, фига себе, хоромы. Угу. Небольшие плюсы, так сказать, проклятия. Но... Капец, я устал. Работал и субботу, и воскресенье, и сегодня. Надо завтра устроить себе выходной. Это да. Я тоже думал, что на выходных поработаю, но, блин, пришло осознание, что организм требует отдыха. И зачилил. Хода.
И что теперь? Все уже. Это другие тогда пульки надо сунуть. Мама коридор купили. Юлия минимальный корпус дам кисти. А то есть же эти, как его, и тигр, кто бусинки маленькие. Halinde onun başımını. О, да, а еданы. А то попробуйте. Я не знаю, найду, куплю, если нет, то возьмем. Так. Жена купила пистолет сыну, который, оказывается, взводится. А я не знал, так что он взводится. Ну, типа, знаешь, какой-то, ну, по обыкновению подумал, что опять наебали. My room? No need to see me home. Не стоит меня See you провожать. tomorrow. Увидимся Partner. завтра, Right. напарница. Partner. Лады, напарник. I like you the way you are now. You Мне wouldn't be нравишься ты. you if you went with what others wanted. Пришло. Yeah. I Да, feel the я same тоже так way. думаю. Hinako, what was that Шинока, что за loud громкий noise? звук, шум? I have no idea. Понятия не имею. Maybe Может, you're типа hearing слышалось? things? Well, Ну What что did you think of скажешь the насчет наряда? Миленький, it's правда? cute, right? It's like I told you before. Я уже Cute раньше тебе clothes говорил, aren't мне really совершенно my не идет style. миленькая одежда. So please stop Поэтому bringing me прошу those тебя, kinds of хватит покупать outfits. такие наряды. It's embarrassing. Их стыдно носить. Is that so? I guess Неужели? I'll Что ж, give тогда it to отдам его someone кому-нибудь else then. другому. Yeah, do Отдавай. that. What a shame. Какая I жалость. thought it looked Мне really так good понравилось, on как он you. на тебе сидит. It's not Shu's Это fault. не Сью виноват. Я сама This is what I хотела. wanted. Ну да, конечно. Не Сью виноват. Не, ну, конечно, Сью долбоёб просто. Но ты сама тоже, конечно, дура. Взяла и типа такая. Как бы это сказать помягче? Стала... Стала рабыней дружеского члена. Повышение уровня для Дон Станислав Чулик LVL7. С повышением уровня, поздравляю. И то даже не то, чтобы прям дружеского члена. Интересно, разве не холодно вот так жить на полу, как они живут? Ну, думаю, холодно. Ну, типа. I feel like I've seen this photo before. Ну, или нет. I can't remember. У них вот, я не знаю, какой у них климат. Фак, что это было, блядь? Господи! Ты это дерьмо видел? Хорошо, что у меня стоит вот это дерьмо. Автоматически выполняет контратаку. Я от контратаки испугался. Ебать. Жесть. Тири-тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Бедная и глупая девчонка.
Блин, выносливость. Хотя, наверное, здоровье, да. Блин, как же, как будто бы темно. Ну, летом, наверное, хорошо на полу. Но зимой, особенно на севере Японии, довольно холодно. Все снегом завалено. Плюс эти стены из рисовой бумаги. Но... Ну да, скорее всего, там безумно холодно. Типа... Ну, я смотрел какой-то корейский сериал, и там они прям очень сильно от угля зависели. То есть они все время топили печку и все в таком духе. И у них, я думаю, примерно то же самое. Типа, все время топят печки и все в таком духе. Ну, заебно, наверное. Ну, жить в частных домах. Но, с другой стороны, я думаю, что... Ну, как-то живут, скорее всего. Они ж как Ой, блин. Они ж как нация не вымерли от холода. Очень даже хорошо. О, я понял. Слушай, теперь в этом прохождении у нас как бы виновником всего стал Сю, типа. Если в первом прохождении мы здесь все время видели флешбеки с семьей, как скандал происходит безумный, то сейчас как будто бы чисто негативные воспоминания по поводу Сю, нашего напарника, так сказать, нашего друга. Здорово. О, Predator TX. Типа чисто из-за него у нас сильные комплексы по поводу женственности и так далее. Ну, У девчонка японцев такая. до сих пор в домах пользуются керосиновыми обогревателями в виде такой круглой тумбы. И подгреватели воды тоже питаются от керосинового бака позади дома. Ёбаный. Это опасно. У них, наверное, частенько дома загораются. Хотя, кто его знает. Но я слышал, что у них сейчас единственная проблема глобально в стране — это эмигранты. У них там типа сейчас мусульман очень много. Там капец какие безумные протесты идут по выселению мусульман со страны. А началось все с какой-то там школы, которая 10 тысяч мусульман по обмену привезла. Ну, типа, чтоб учились. Ну, там какая-то политика, типа, образования. Ай, ну конечно, блядь. Война между бедзинами.
И как будто бы, знаешь, я заметил такую тенденцию. Из-за вот этой вот всей темы и другие страны как будто бы начали на этой теме хайповать. И тоже вот эту всю херню с политикой по мигрантам начали что-то там много обсуждений поднимать. И там вроде бы какой-то СМИ начал обвинять там какого-то президента. Получается не между гидзинами, а между аборигенами и гидзинами. Аборигенами. Так. Между коренными жителями даже, можно сказать. Блин, вот это дерьмо, наверное, стоит выкинуть. Ну, он типа супер кринжовое. Какие-то сахарные шарики. Ну так-то правильно делают японцы, на мой взгляд. Ну да. Ну, как бы то ни было, да, действительно. Типа там... благодаря мигрантам там преступность повысится и все такое, там спокойная жизнь нахуй пойдет просто максимально. Вот во Франции же они сильно сейчас расплачиваются за эту хуйню. Там же пиздец преступность ебанутая. Карманники на улицах дохуя и так далее. Я вот, блядь, на Инстаграм смотрю, и все время кто-то кому-то ебало бьет. Стивен Эксперт, спасибо за фоллоу. Кто-то кому-то ебало бьет. Новый там, фолловер Стивен, подчеркивание, Эксперт. кто-то там, типа, ворует, как его, велик, и, как его, карманники там работают, вот это вот все. Там такого дохера вообще. Париж расплачивается за то, что она, ну, всех иммигрантов... Ну, японцы, наверное, не хотят смотреть на все эти агрессивные выпады от мигрантов. А правительство говорит, и надо уважать их темперамент, веру и... Угу. Ну, я не углублялся в это все, что там, как у них там происходит. Но в целом, мне кажется, правительство примет сторону все-таки жителей Японии и будут проводиться какие-то мероприятия, наверное, ну, по тому, чтобы их как-то выселить обратно в страну, откуда они прибыли. Может быть, с какой-то компенсацией и так далее. Не знаю даже. Так, я всегда одна, поэтому не прочь играть в одиночку. Это значит, что правая и левая чаша весов всегда в моем распоряжении. Я очень люблю играть с куклами, как Кейси, и всегда стараюсь делиться с левой Хинокой, правой Хинокой, чтобы... ну... Тут, по-моему, все... Looks like this opens here. Теперь иначе, да? Ну? What's this? What's this? No! Готово. Easy. Не, ну нож, конечно, имба. У меня есть пара таких деревянных кукол с прической каре. Ха, прикольно. Все, считай,
Фигурки по игре Silent Hill получил. А ты этого даже не подозревал. Барынара Маккеллер. Так, чисто проверил. Да, Джулур, тас посмотри. Ансабен. Так, по-моему... Ну этот дом просто какой-то императорский дворец. Просто необъятных Ах размеров. ты, блядь, Дима. Ух. Ты ебанутая тварь. Но это очень жутко. Прикинь, ты приходишь домой, а у тебя квартира увеличилась, ну, где-то 6 раз. Ну ладно, 3 раза. Это же вообще пиздец. Это очень страшно. Типа такой думаешь, ёб твою мать, и теперь сколько я должен платить за коммунальные услуги? Теперь сколько надо будет платить, типа, в месяц? Как не хватает акробатических трюков. Мне так нравится, когда 2 вольта крутят сальтухи и прочие кульбиты во время боя. Ну, она андроид. А у нас простая девчонка. Простая девчонка. Кстати, когда ты впервые берешь... Ну, есть такая прикольная особенность. Ничего, я заметил. Когда мы впервые берем... погоди. Когда мы впервые берем вот эту катану, она является одержимым. То есть сама катана является одержим местью воинов Тайра, которые однажды поклялись вместе за проигранную войну какую-то. И что я заметил? Анимации, сражения. С одержимой катаной она очень уверенно двигается. Она тупо самураем становится. И причем не просто вот как бы машет катаной как самурай, а так, как будто бы сама катана ее дергает в правильном направлении. Она вот так вот, типа, улетает, как будто бы. Как будто сама катана двигается, а тело девчонки, немного не поспевает за ней. Прикольная такая хуйня. Я заметил. А после того, как я ее очистил, она уже, сама бьет как. Вот видишь, вот так. Классно. Да. То есть игра очень прикольно проработана в этом плане. И то есть вот так вот бьешь, она типа такая уставшая, медленно двигается. Но когда катана одержимая, ебать, она просто тупо самурай. Там такие крутые выпады она делает иногда. Прикольные детали. Тихо, 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 тварь.
Да, интересно посмотреть, как она содержимой катаной. Сейчас ее выпады довольно медленны для фехтовальщика. Мгм. Ну, потому что она вообще не фехтовальщик. Ну, типа, она лишь легкой атлетикой занималась. Проработанность деталей очень прям классная. И самое, что есть прикольно... Некоторым олдам боевка в этой сх не понравилась. Кста, мол, это больше не смахивает на старые Silent Hill. Да, я читал. Это вообще кринж. Ну, серьезно. Ну, другого слова подобрать не могу. Других слов подобрать не могу. Я начитался всяких разных безумных комментариев под всякими разными обзорами к Silent Hill. И, блин, какие же все просто, ну, реально горе-эксперты и там прочее, типа такие. Вот их реально всех представляю с моноклем и с таким маленьким деревянным пенисом во рту. И типа такие, ну это вообще не то. И знаете, Silent Hill это по большей части игра про грехи и их искупление. А тут мы видим, что играем за какую-то маленькую школьницу. И всякую такую хуйню несут, блядь. Я просто... Чел, блядь, поиграй сначала, типа, пойми, о чем вообще идет речь, типа. И, блин, я вот, игравший в части Silent Hill, понимаю, типа, о чем они говорят. Но в то же время, как бы, их вот эти вот, как бы, ну, доводы по этому поводу, они очень, типа, не совпадают с реальностью, как оно есть на самом деле. То есть игра, ну, это прям очень хороший, качественный Silent Hill. И вот эти, и, как бы это сказать, докапывания, они, ну, вообще не имеют никакой почвы. Просто взятые из воздуха мысли и какие-то эти, только лишь из того, что они видели глазами. Они, ну, по факту не играли 100%. Ну, даже игравший человек, я думаю, максимально будет придерживаться такого мнения, что это хороший Silent Hill. Мне запомнилось интервью с Микки Рурком. А вот вопрос по поводу фильма «Рестлер». Стоп. Вы смотрели фильм «Да ок»? Давай, а то заебали придурки, которые не смотрели фильм, но обсирают его. Да, я понял, в каком-то фильме говоришь. Я его не видел. Но в целом историю понимаю. Типа то, что рестлеры там тоже рискуют своими жизнями, хоть и дерутся понарошку, но все-таки трюки всякие разные, там выполняются довольно-таки опасные и все в таком духе. Ну там, да, прикольно. Микки Рурк прикольный чел. Но вот эти вот люди, которые вообще, ну, которые хотят поделиться своим ебаным мнением, которое не имеет за собой какой-либо, скажем, там, почвы, ну, таких, да, хватает, их много. И они, ну, есть везде, вообще, везде. Что в фильмах, что в книгах, да, вообще в любой сфере. Вообще в любой. Да даже по ресторанам, наверное, по кафешкам, по доставкам. Дневник Хинака, 6 апреля. Завтра мой важный день. Отступить нельзя. Мне страшно, я хочу убежать. Я не понимаю, почему он уже наступил.
Видимо, свадьба. О, смотри, кровь. А, ну да, кровь. My diary? Мой дневник. There's something inside. Хм. Но мне понравился фильм, он довольно самобытен, режиссер дал Рурку довольно большую свободу в отыгрыше роли, и это сказалось хорошо на фильме. М, Is this really my house? Это точно мой дом. Кстати, видели фильм, где дом увеличивается? Там этот был в главной роли. Забыл. Который еще в «Дрожь с земли» снимался. В первой части. Как ее звали? Совсем забыл. Ну, короче, там прикол такой, что... Короче, семья... Нет, не видел такой фильм. Ну, давай просто завязку расскажу. Семья... Короче, там... Сейчас, погоди, сформулирую. В общем, мужик в возрасте. И такая молодая его жена, и у них есть дочь. Они с какого-то хуя решают пойти переехать в другое место и ищут, где пожить, и выбирают в другой стране один довольно-таки такой, ну, прикольный дом современный, как бы по очень доступной цене. Ну, как бы сами люди, они не бедные, но тем не менее они решили так поступить. И приезжают в дом, смотрят, и он такой, блин, ну, прикольно, там прочее осматривается, все как бы окей. Там есть такие моменты, что, ну, в целом вообще, в общем, по поводу таких домов, типа, которые находятся хуй пойми где далеко, то есть рядом никого нет, ни инфраструктуры и там прочее, пожарные, полиция, скорая к тебе хуй когда приедет, это вообще безумие какое-то, вот этого вообще не понимаю. Но в целом, короче, типа дом окейный, и жена у них уходит за покупками, и чел остается вместе с дочерью, что-то там, ну, просто осмотреться в доме, все в таком духе. И вот они играют на улице, и потом как-то дочь заходит домой, а потом выходит на улицу и говорит бате, типа, бать, а тебе не кажется, что дом внутри больше, чем снаружи, типа? И он такой, что ты имеешь в виду, типа? Ну, просто иди посмотри, типа. И он, короче, такой смотрит на гостевую комнату и потом выходит на улицу и такой, типа, такой подумал, взял измеритель и, короче, после измерений они понимают, что дом внутри на сколько-то метров больше. И дочка такая, бать, это же ненормально, да? Типа, и чел такой, да, это нихуя не нормально. Это очень странно. И, ну, короче, вот так вот. Я забыл, как фильм называется. Но в целом прикольный хоррор. Офигеть, я представляю, как бы я пересрал. Да, это очень стрёмно. То есть, когда мы говорим о том, что вот, типа, блин, какие хоромы и все такое, я бы безумно охуел от того, что у меня дом стал больше. Это, блядь, просто не вяжется никак. Ну, в голове я бы это никак не смог бы удержать.
спокойно. Я бы максимально пытался бы съебаться с этой аномальной зоны. Особенно на фоне всех этих всяких разных трендовых ужастиков и все такое, знаешь, про лиминальные пространства и все в таком духе. Типа про эти... Как она называется? Закулисье и так далее. Это очень стрёмно. Тебе стоило уйти, You Should Have Left. Американский психологический фильм ужасов 2020 года режиссера Дэвида Кепа. Да, по-моему, это оно, ага. По-моему, оно. В общем, вот. Будет вам что посмотреть как-нибудь вечером. Хороший Надо фильм. глянуть. Но. Я, бывает, иногда охереваю от того, что... Ну, от простых таких житейских вещей. Например, вот, беру эту вот, как его, резинку, на руку натягиваю. Ну, там, типа, расчешиваю волосы. А потом сижу и думаю, так, блядь, погоди-ка нахуй. А где резинка? И начинаю его искать, и такой просто охуеваю. Бля, куда он делся? В смысле, блядь? И потом только вот спустя какое-то время я такой И просто вот так вот сижу и ебать, типа. Как я так просто проебался. Я помню только мем с домом Неда Фландерса из Симпсонов, где его дом сколько живается. Да. Какой странный коридор. Да. Мам, пакет с лекарствами. А вот хотите прикол, угадайте актера Линк. Ща. Давайте думать. Блин, что-то проскочило в голове. Хи-хи. Джейсон Стэтхэм. Шучу. Блять. Ахаха. Скала Джонсон. Ну, немного похож, как будто бы, но нет у него татуировок. У него ж там, ну, хотя это старое фото какое-то. И вообще выглядит как французское кино. Тебе так не кажется? Ну, я типа смотрю на это. Интерьер. Такие обшарпанные стены. Блять, вообще, ну вот что-то как будто бы могу знать, но хуй знает. А кто это? Ладно, сдаюсь, кто это? Космос из бригады. Космос и бригада. Привет, Онли Стар. Здорово. Микки Рурк в фильме «Зверофабрика» 2000 год. Это Микки Рурк? Нихуя себе. Крутой грим. Его вообще не узнать. Я вообще не понял, что это Микки Рурк. Да, это жестко.
Так, список лекарств. Пациент с семидзукемией. Принимать после еды и перед сном. Хранить в сухом и прохладном месте. Принимать по одной таблетке, по две, по одному пакетику. Отдел терапии, больницы, университет. Что думаешь про Switch 2? Ну, прикольно, но я бы покупать не стал. Я бы Я как- тоже смотрел фильм пару раз, даже не подумал, что это Рурк. Зверофабрика. Интересно. Вот, короче, насчет свеча. Ну, я думаю, окей, но в целом я бы копил деньги на Steam Deck. Steam Deck намного пизже, мне кажется. Ну, типа, намного пизже. То есть ты связываешь просто свой Steam и играешь в игры уже, которые у тебя по факту есть, но намного удобнее. Это супер выгодная хуйня, как будто бы. Там и фильмы смотреть можно, и все такое. Steam Deck намного лучше, да. А Switch, ну, это типа хуйня для богатых, по большей части. Я так к этому отношусь. Также и покупка PlayStation тоже слишком, типа, ебанутая покупка. То есть ты платишь... То есть ты, покупая консоль, обрекаешь себя на то, что ты будешь покупать еще и типа платную подписку и супер дорогие игры, которые, ну скажем так, не столь супер крутые, что стоит их, покупать за те деньги, которые они стоят. Ну, это полный бред. Я вот делаю исключение только лишь потому, что у меня есть дети. И я им покупаю их, например, на день рождения. Или есть, когда у них там, у меня лишние деньги. Ну вот почему у них, и вот недавно у сына зуб выпадал. А они там деньги копят, и накопили там 1100 рублей. А они хотели Майнкрафт. Ну и мы сходили, купили Minecraft Legends. Оказывается, есть такая игра. Типа как стратегия. Сам удивился. Не знал, что такая игра вообще есть. Какое безобразие творится надо костюме РХБЗН. И огнемет желательно. Не, хотя огнемет не надо. Хотя, с другой стороны, надо. Это уже не наш дом, очевидно. Такой дом не жалко поджечь. Аномальная зона вообще безумная. Хотя, с другой стороны, мы в нем находимся, поэтому не стоит сжигать. Мод на прохождение огнеметчиком из StarCraft.
the tube itself still looks usable. Usable? Так. Мне надо немедленно уходить. Какая злобная херня. А что будет, если не уходить? Мне прям интересно стало. Так, я тут, по-моему, сделал все, да. Так, шоколад статим. Сегодня как раз прикручивал такую трубку. Тестировал газовую пушку. Чтоб прогревать гараж, надо будет по холодам доделывать там ремонт. Да. Кстати, сейчас вообще удивительная погода в Якутске. Видите, да? Вот наверху. -2 в сентябре. Охуеть можно. Я такого вообще не помню. Я даже с одним таким, как бы сказать, ну, с человеком постарше меня поговорил. Это типа тепло или холодно? Это холодно. То есть в сентябре это вообще ненормально. Ну, то есть это же еще началось с 20 сентября. То есть снег так выпал, а потом где-то числа 25-го он таял, и вот числа 27-го, что ли, опять снег выпал. Ну, то есть прям вообще, вот это очень странно. Все-таки зима пришла пораньше. Да, это так, это так. Не к добру. Ну, все об этом говорят. Ну, в Якутске, по крайней мере. Но я спрашивал у нейросети с включенным функцией поиска и так далее. Ну, типа, он говорит, это окей. Ну, типа, забей хуй. Нормально. Че ты переживаешь? Наступление зимы пораньше это не, ну, ничего не значит. Типа, ну, успокойся. It's ok. It's okay, да. Коротко говоря, у него посыл был такой. Go away. Смятая извинись. Если не извинишься, я никогда тебя не прощу. Это Ринг. Извинись. Но! Хе-хе. Мудак. О, как залагало. Угу.
птичий ключ. Блин, как же мы много урона наносим. Просто охереть, как их много. Ну мы реально крутые. Пластина с белой птицей и лисом. Ёб твою мать. Как-то жестко. Дай! Баф на урон пропал. Обидно. Окей. Посмотрим. Кстати, про одержимую катану, я вспомнил, как на карате я бил по груши, и тренер такой: неправильно. Короче, объяснял, как закручивать удар от бедра, и рука должна улетать как плеть. В общем, сложно на словах объяснить. Но суть в том, что когда у меня получилось, я просто улетел за своей рукой, и я сам охуел. Ну я понял, о чем ты. Я примерно такой один удар сделал в армии, когда находился. Причем я въебал одному очень здоровому чуваку, который был, ну типа, как бы сказать, ну он прям тупо шкафчиком был. Примерно он был ростом 170, типа на 6 сантиметров меня ниже. И я как-то ему прям вот хлестко ударил. Ну, это был спарринг. Ну, то есть мы не ругались, ничего. Это был спарринг, и что-то как-то ему так прям, ну, очень жестко въебал. То есть я прям не ожидал, что там шлепок такой еще был. И все такие: ебать. Я такой тоже: ебать. И он аж пошатнулся, и там, ну, бой прекратился. Типа, блядь, ты чё, типа. Ну, я сам не ожидал. Была такая хуйня. Блин, зря я отдал эту хуйню. Ну ладно. Давай на правом месте. А сколько у меня? Ясно, значит, еще раз пробежаться надо. Просто бежим вперед. Ах ты, блядь, дота.
Это мой бой. Сейчас вот так вот пробежать надо и сюда. Повышение уровня для Дон Станислав Челик LVL8. И как-то раз, когда я сидел дома прям поздно ночью, смотрел телек и что-то дурачился просто. Ну, блять, не знаю даже как объяснить. Но я просто типа вот так вот типа что-то рукой махал, воздух бил. И видимо как-то вот так тоже сделал. И там аж звук такой был. Я такой, чё, блин. Удивился. И пытался повторить, и никак не получалось. Ну, то есть, это буквально крит. Ты Да, критуешь. а когда случайно. тренер показывал, как бить по груше, я просто охуевал. Он с виду обычный чел, но бил по груше так, будто в нее поезд врезался. Я думаю, я бы помер сразу, если бы мне прилетело. Ну да, они там прям... Такой удар выучишь, это, конечно, жестко. Короче, у деда выпадение крит удара, типа, 90%. You're not keeping anything from us. Ты ничего от нас не Are you? скрываешь, так ведь? I don't know. Я правда не знаю. I seriously Я, don't even ну, честно, remember. не помню. Ага. This is fine. Все в порядке, dear. дорогой, разве нет? Don't you think? What's the concern? Чем ты озабочен? What did you think? А ты что скажешь, Хинако? Hinako? I don't know. Не знаю. I have no idea. Понятия не имею. I figured. Я так и думал. That's understandable. Это можно понять. Just try to gather Попытайся your собраться с thoughts мыслями и and тщательно think обдумать. long and hard. Speak with your Поговори inner со self своим внутренним and «я». really hear Прислушайся what she к ее has to мыслям. say. Hate Ненавижу. this. What? Что? No, no! Не-не-не, ни за что. What's gotten into Что на you, тебя нашло, Hinako? Хинако? I'll tell you! О, я тебе скажу. I hate you, mother! Я и тебя ненавижу, мать. I said Что? I hate you! Я сказал, что ненавижу тебя. wanna Я никогда be не like стану you. похож на тебя. Да, это жестко. Услышать такое собственного ребенка. Ну, в общем, Хинако такая, да. Что поделать? Мама сказала, this is fine. This is fine. Да. Оче, айдарам таккан Что это за кегли валяются повсюду? Игрушки какие-то. Вот, у них лица типа есть. Может, они боулинг любят играть. Японский боулинг. Сап. Как их много. Так, что тут у нас?
Меч был повержен, а лиц воцарился, взяв черную птицу за правую руку. Ага. It opened. Угу. What was Умом. that about? Да. Так, что тут у нас? Заперто. Деревянный значок в угреванной системе. Hinako! Хинако, Who's on the phone? тебе Сью звонит. Tell him I'm not home. Скажи, что меня нет дома. I already told him Я you're уже сказал, что ты here. дома. Then Тогда скажи ему, что я Hey, I'm выхожу в shopping магазин or или что-то something. такое. okay. Ну ладно, ладно, I'll tell хорошо, you. скажу. О, приняла таблетки. Вот, вот. А тут заперто, прикинь. Так, что-то интересное будет? О, You будет. can see me. Ты ведь видишь меня, да? К концу игры совсем без одежды будет. Конечно. Привет, Now you товарищ can мой. even hear my И voice. даже слышишь мой голос. Don't just stand there. Не стой Come так. in. Подойди. I have something I want to Я talk хочу to you about. кое о чем с тобой поговорить. Tell me, who are you? Расскажи мне, кто ты? Please, Пожалуйста, just die. просто умри. Как If грубо, I ask you to, если я попрошу would you тебя. please just Не могла бы die? ты, пожалуйста, умереть? You, why do you Ты... want? Почему ты хочешь? If Shimizu Если Hinako Симидзу dies, Хинако умрет, then I might be reborn тогда я смогу as переродиться someone else. в кого-то еще. You want to be Ты someone хочешь other быть than me? кем-то, кроме меня? Why don't you want to live as Но почему me? ты не хочешь жить со мной? Жить мной? The good things in life, Все хорошее в жизни, the bad things, все плохое. everything you value Все, что ты любишь or you hate. и ненавидишь. I thought about it, Я думал про это, and all of it just и это все leads to despair. ведет к отчаянию. No, Не. let me put it in a more positive Давай way. сформулирую приятнее. You can't live like a Нельзя baby всю bird жизнь жить forever. как птенчик, как Хинако. The days living Те in a дни, когда nest ты as a живешь в baby уютном bird, гнездышке, getting fed by тебя mama кормят bird мама, and daddy птица bird и and папа playing птица. with your friends. И ты можешь сколько хочешь играть с друзьями, Those won't last forever. но вечно они не продлятся. Once winter comes around, Когда наступит зима, parents will fly родители away улетят and и abandon бросят the nest. гнездо. Your friends, Твои друзья once they learn to fly, тоже научатся will летать, take wing расправят and крылья disappear. и исчезнут. There'll be nothing left. Ничего не останется. Every nest will Каждое be гнездо empty. однажды опустеет. Your parents, Твои your родители, friends, твои друзья, everyone will они leave все you тебя behind. бросят. You'll be all alone. Ты останешься Stop. одна. Хватит. The happiness you have now. Счастье, что у тебя и And the есть lonely сейчас, winter that's bound и to одинокая come. зима, которая неизбежно наступит. I've Все, done я все all the просчитал, math. I все thought it продумал all до through. мелочей. Хватит. Don't, it's too much. Не No. надо, это слишком нет. I get it. Да я понимаю. It's terrible. Это It's печально и scary. очень страшно. But А знаешь, что scariest страшнее part. всего? what if winter? Что если зима? Я не хочу этого слушать, не надо, я не хочу знать, не хочу об этом думать. So that's it. Значит, вот так. Your decision is Твое just to решение cover просто your ears заткнуть and scream. уши и закричать? If that's
what you're going to Если do, ты собираешься действовать вот так, then you'll just have to то die. ты просто должна No mercy, умереть. no Без remorse. пощады и без Don't сожалений. want to? Не хочешь? Then show me. Prove to Тогда me that you покажи don't мне. want to Докажи, die. что ты не хочешь That you умирать. want to live. Что хочешь жить. No more running away. No more Не смей covering больше your ears. убегать. Не смей затыкать Finish me up уши. for good so you can keep Покончи on со мной living. раз и навсегда. Я сама живи дальше. А почему ты не убьешь You said you'd be меня? happy with me, Ты сказал, but что can будешь you счастлива. do it? Но способна ли ты на это? You're scared, Ты боишься, да? aren't you? Ну да, боюсь. I'm scared. I'm terrified. Да я в ужасе. Someone who's kind today. Кто-то, кто might сегодня turn был into a добрым, завтра completely может different превратиться в person совершенно tomorrow. другого человека. I mean, То есть я хочу сказать, even Dad used to даже laugh and отец smile раньше before. смеялся и улыбался. Но бежать, Running поддаваться страху coming to — это fear. не решение. It's not a decision. Open your eyes. Открой Don't глаза. stop thinking about Не this. переставай думать об этом. Don't ever let Не other позволяй people другим людям decide what за happiness тебя is решать, for что you. такое счастье. Shimizu Hinako, Смидзу Хинако. you may be a baby Может быть, bird, ты и птенчик, but you still have но у тебя wings. есть крылья. I'll give you all Я the дам тебе courage you столько need, смелости, сколько нужно. so you give me your wings. А ты дашь свои крылья мне. О, жестко. Дама ходит в обуви немыслимо. Ну да, как-то не по-японскому. О, ключик. Найс. Ключ от ящика стола. Так, что-то важное положили туда. Ну-ка. Охапка писем со стола. Глядя на луну, я не могу вспоминать твою грациозную фигуру. О, как было бы хорошо, если бы мы сейчас смотрели на одну и ту же луну. Ожидание твоего ответа — настоящая радость. Катаюки. Опа! Вот она чё. Она раньше переписывалась вот с этим хуем. Это вот Катаюки, да? Короче, она все время переписывалась вот с этим вот чувачком. Не знаю, знала она или нет, но... Короче, это какой-то последний представитель какого-то древнего рода, который был рожден от какой-то простолюдинки. И вообще он, ну, не знаю... Короче, какая-то странная история с ним. Ну, в общем, это он. Это Катаюки, очевидно. Катаюки из рода Коте. Да-да-да. Так, моя мама улыбалась сквозь слезы радости, когда Дзюнка вышла замуж. Неужели она была так рада, что ее дочь постигнет та же участь, что и ее? Неужели она вырастила дочь просто за тем, чтобы ее бил и обижал какой-то мужчина? Что это вообще такое? Выкуп за невесту. Почему они зарабатывают на замужестве Дзюнку? Им платят за то, что они научили дочь готовить и шить? Я этому учиться не буду. Но на мне вы не заработаете ни иена. Я не буду такой, как моя мама. Ни сейчас, ни в будущем. Ну да, это, конечно, интересно. У них традиции были. Типа, прикинь, у тебя дочь рождается, ты такой уже... Нихуя! Мы разбогатеем! Жесть какая-то. Блин, они, получается, все в каком-то смысле сутенерами были в Японии-то. До определенного момента в истории. То есть в 60-х они все еще практиковали эту тему. Может быть, и сейчас практикуют, кто его знает. Да. У нас оборот с невестой отдавали приданое.
Забирайте. Вот вам бонусом еще немного сверху. Да. Go away. Да-да, избавьте нас уже, пожалуйста. 2 удара всего. Йоу. Нож это имба. Это просто жесткая имба. Очень много Здорово, Бен. урона. О, привет, Лех. Здорово. Так. Ну да. Неизвестная область. Мы больше не дома. Здорово. О, привет, Made its Гудзон. way in here. Она добралась и сюда. Какое прохождение уже? Ну, все тоже. Второе. Чуть не сказал 7-е. Фух, чуть не проговорился. Так. Мгм. Ну, я только в субботу уже стрим заводил. В воскресенье не стал. Второй раз проходишь? Да. Ой. Не, ну вообще, на самом деле, в 3-й раз. Потому что 2-й раз на концовку НЛО выходили, а она была супер Будь- короткой. Спасибо. Чтобы Ну. другую концовку посмотреть. Ну да, но еще не просто концовка меняется, а сам сюжет как-то не то чтобы иначе идет, но, ну, в принципе, иначе идет. Но также и вообще в целом как-то больше ответов дает. То есть ты начинаешь больше понимать, что происходит и происходило и так далее. Это очень прикольно. Наши друганы. Почему до этого дошло? Ну, Ну вот, высята работать кто будет? А сколько тут? По-моему, 5. Так, пацаны. Знаете чё? Они ебать. Как девочку избили. Что-то кошмарят нас жестко. Mom!
Ворот удар, вот. Ой, бля. Изи же. Они одним ударом. Мне очень много хп наносит. Урон, точнее. This doesn't make any sense! Сука. О, выносливости не хватает. We don't have a choice. A woman's role in society. Блять. Сука. Mom! Why? Come here. Воу, 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 воу. Больно смотреть. Ну так. Вот так вот сделай. Я не знаю. Ай, блядь. Папа, вы слишком увлеклись косплеем Кугамыши из Warcraft. Да блядь. Ебать. О, победа. Нормально. Но это благодаря нашему билду у нас так хорошо получилось. Вот. Мать мы не убили. И она такая кивнула. Все, молодец. Вот так. То есть я в одном бою помню, сначала победил мать, и батя был жестко злой. А тут вот так. Ну, нормально. Мать такая, this is fine. This is fine, да. Всё. Косплей сняли. Пошли гулять. Папа, мама. Убила.
Ну да. Окей. Please drink this. Вот, возьми, выпей. Это облегчит боль. Так, это было, да? А, не, другой. Так. Студеная. Да. Что случилось? Твое тело пока пытается приспособиться, но у тебя неплохо получается. Хороша водица. А прикиньте, это саке. Сака. Остальные. Неужели не отказались от меня? Кажется, что это лишь вопрос времени. Я не позволю этому случиться. Ты вроде уже не такая бледная. Снадобье начинает действовать. Но это еще, знаете, как будто бы отчасти отсылает к тому, что, как бы это сказать, каким-то небезопасным связям по переписке. То есть вина родителей во всем. Им было максимально похуй на свою дочь. Они лишь хотели максимально поскорее ее сбагрить кому-нибудь замуж. А та, конечно же, благодаря своему бунтарскому нраву и все такое, как-то вдруг вышла на связь с этим хуем и начала с ним переписываться. Или квадроберы. Но... Если по договорнику все люди выходят замуж, тогда уж я больше не буду человеком. Я буду лисой. Теперь я квадробер. Направляйтесь в следующую комнату. Окей. Родители у нее, конечно, вообще пиздец. Жених приходит, а она такая: Каджет не будет с тобой говорить. Да. А она такая просто садится и начинает ссать под себя. И срать. И он такой: о, я вам дам 10 миллионов йен. Но я по-любому должен заполучить ее. Да. И начинает ее приманивать всякими разными вкусностями там. Так, и что тут? Та же байда, да? Да. Но... Ага, вот. Черная птица наконец попала в клетку. Довольно лис раскрывает свой веер. Белая птица пребывает в оцепенении. Все полностью изменилось, пока она спала.
Так, значит, вот тут черная птица. Отец такой: сейчас, господин, давайте свои 10 миллионов иен. Жена, быстро беги в зоомагазин за поводком и ошейником. Да. Incredible. Все они невероятны. Невероятные лисицы. Не бойся, я когда-то была как ты. I Я не боюсь. am not afraid. I'm not afraid. Everybody, everybody. У тебя, папа, только есть рука. Антон, вот здесь рука, а там оружие. Вот так вот. Вот так вот. Блин. А где? Вот. Ласка. Ласка. Здравомыслие выносливость бесконечно, но Хинака моментально умирает от любого удара. Вот это полный бред. Так. Снижает урон, получаем в бою несколько так. Ну, в принципе, козла можно поставить, да. Она часто сражается с большим количеством врагов. Ну вот, пожалуйста. А? Ловушка, да. А? Ловушка, да. Анто вот так вот ждали меня, сволочи. Засада. Это называется засада. В финале игры волк из «Ну погоди». В финале. Не, скорее заяц. Oh baby, baby, baby. Oh baby, baby, baby. Come on. Black Sparrow. Черный воробей. Дни полные слез. Привязанности невозможно забыть так легко. Just Дело не только во мне.
Banquet. Так, банкет он что, закончился? Ё-моё. Повышение уровня для Краудджекса с О, Вочелл нифига себе. 21, Втиск Повышение с уровня Вочелл Лёха, 20, Феликс и Дон Станислав. Станислав Чулек ЛВЛ 9. Так. А бинтов нет, да? Ау. Почему она дает? Антон, они поднимаются, если этого не сделать. Выкачка душ называется. Вот мы их избили, а они потом встают. Аптечек у нас, ну, The right way. не бесконечное количество, поэтому да. Приходится вот так вот. А, что-то чуть было не пропустил. Бинт. Чайкудзу. Ай, блин, не то принял. А как я вошел? Вот так, по-моему, да? Угу. Все правильно. Angry. It's all I've been given. Ой, ну здрасте. Get out. О. Вы можете не стараться, я теперь квадробер, вам всем хана. Да. Во мне буквально животное начало живет. Бороться никак нельзя. Если ты, конечно, не браконьер. Или живодер.
Тогда да, тогда у меня будет проблема. Или может быть охотник. Или просто ненавидишь животных. Ну или просто человек. Innocent and afraid. Блин, у Главное нас не вообще встретиться позиция с выгодная волкодавом. получается. Во всех отношениях. Переродись, когда изыщешь возможность. Здесь не нужно бояться. Не нужно бояться. I will Что-то become вдруг Ивана Дорна вспомнил. Офигеть, этих лисов много. Слушай. Там стартатор, бро. Вот чё. Аралхан Гамиль. Аралхан! О, чё, Ангар? Папа Ангар где? Думал, что у тебя на голове. we both Стимпанк. Эй, как его? Киберпанк. На глаза еще натянет. this power. Там на второй камере. Да, покупаю. Вот там беременюшечка. А, блядь, пиздец! Гарик, господи. Junko. Не трогай квадробера, психопат. Forgive me for Дзюнко, interrupting, прости, что прерывает тебя. but I wish to speak Но with мне нужна Hina минутка for just a moment. времени поговорить с Хинако. May I? Можно? Of course. Конечно. Папа, М? It's still alive, isn't it? ты Yes. можешь Монстр Finish it. Странный, да. не можешь Старый, да. Regrets are not resolved так. quickly. That is why you were Так, given именно time. поэтому тебе было дано время. Вот Don't это tell маска. me you think Только не you говори, can что let it думаешь exist like позволить this. ей существовать вот так. I will not Я не stand for потерплю this этого childishness. ребячества. Kill it. Убей ее. Do it. Убей. Наша старшая сестра, кстати. Дать вам даем еще немного времени. No, no. Нет, нет. You've given us plenty. Этого достаточно. Thank you, truly. Вот там уже заряд там.
Did you have a good discussion? Антон, чай спите? We should press on. Тогда тебе Что-то надо идти сестра дальше. выглядит как подделка Франкенштейна. Но она выходила замуж, видимо, не здесь, а где-то в другом месте. А вот странно, типа, This must be почему-то она вот в her маске insignia. совы. Видимо, где-то далеко есть какой-то чел-сова. Вот у нас здесь лисий чел, а там есть совиный чел. Какие-то у них тут такие приколы. Ну, я говорю, сообщество Фурии. Они такие. Но я про то, что у сестры хирургические швы по всему телу. А, ну это, да. Это, ну, кстати, где-то была такая херня. Ой, нигери, что ли, называется, или как-то в этом роде. Короче... Это делают со всеми женами. Как я понял, они жен обескровливают, потом... А ей мама говорила не дрочи. Потом ее тело наполняют вином и еще какими-то штуками и отправляют на жертвоприношение. Что-то такое. Может, это к ней не относится, но я как-то связал эти вещи, потому что очень похоже было. Сакуко. Блин, где же это было? Ну, видимо, не найду. Порванная бумажка. Здесь обсуждается Нагината. А, нет. А, вот. Взгляд на Иерогамию. Иерогамия. Так. Не, хотя сходится. Как будто бы дело в крови. Они реально обескровливают всех своих жен. И типа норм. Они чисто ради крови, вот как будто всю эту женитьбу затевают. Они типа еще и, ну, не простых женщин выбирают, а которые имеют какую-то врожденную особенность какую-то. Я просто помню, была еще какая-то записка, мне сейчас его просто впадло искать, где было описано, что... ну, хотя вот в этой Иерогаме это было написано, но была другая, где вот конкретно сам процесс вот этого вот всего был описан. То, что они обескровливают женщину, потом там наполняют ее что-то вином, и потом отдают как подношение Богу. И это как бы вроде как, ну, действительно иерогамия, что ли, называется. Не уверен.
Просто сам процесс вот того, что, типа, смертный человек выходит замуж за Бога, типа, это, ну, странная херня. То есть, с точки зрения Бога, типа, нахера ему жениться на обычной смертной? Это, типа, как если бы чел вдруг решил жениться на муравье или типа того, знаешь? Ну, как-то не вяжется с точки зрения Бога. И поэтому там кто-то вел такие наблюдения о том, что типа, ну, это странно и тому прочее и так далее. А потом она поняла и выяснила, что, оказывается, они не выходят, ну, берут жены не просто смертных женщин, а каких-то особенных, у которых есть какая-то определенная кровь и способности. И все, типа, ну, все завязано в этой теме какой-то. Так, тут... Угу. Так. Нет, не сюда. А? Зачем Наташа я нашел? Очень много. Там, там. Да, не там. Просто вот эти три надо куда-то в определенные места положить. Тогда, скорее всего, птица в фонарь. Почему у нее рука волосатая? Ну, я могу ответить так, чтобы тебя ответ устроил. Она много дрочила. Это такой. А? Это такой. Вот это типа, да. Но могу ответить честно. Или тебя этот ответ устроил? Если да, то нормально. Я знал. Так, ну-ка прочитаем еще раз. Черная птица наконец попала в клетку. Довольный лис раскрывает свой веер. Все правильно. Белая птица пребывает в оцепенении. Все полностью изменилось, пока она спала. Белая птица, да? Ну да. Ну то есть все правильно. Вот. Довольный лис раскрывает свой веер. А тут же клетки больше нет. А, нет. Ну, тогда только сюда. А я вот не пойму, это клетка, не клетка. Тогда это не сюда, что ли? Но он как будто в оцепенении стоит, этот лис. Он типа такой ваху. Так. Лиса, веер. Ну тогда вот этот только воробей. А почему не вяжется? Ну давай тогда сюда, что ли. Ну тут что-то внезапно не идет. Хер его знает.
Ну, я насчет веера прям супер уверен. Попала в клетку. Довольный лис раскрывает веер. Белая птица пребывает в оцепенении. А чё не так? Это клетка вообще? Ну ладно. Все-таки фонарь надо было положить, оказывается. All of this is your fault! You're going to suffer! It's your fault. It's all your fault! Ну все. Погнали. Блин. Выдра. И павук. Павук. Хотя ласка тоже норм. Ну ладно. Took everything I cared about from me! Try to take me! Oh, fuck. I'm not going to make this easy for you! Everything standing in my way dead! Ну, естественно. Так. Блин. По идее, можно сделать еще лучше билд этот самый. Вместо паука, например, волка, а вместо змеи ласку,
Гена. Ласка. И получается так, что у нас уже изначально есть 2 бафа на урон. И 3, который 5-кратно может увеличиться. И выдра. Единственный минус, нам придется контратаки делать, ну, самостоятельно. Бля, заебал. Так. Look at this! It's all a mess! О, отлично. Взяли и закрыли дверь. Ну давай. Сразу на тот свет. Give it back! Give back everything you've taken from me! Так. Надо Романа поставить. Ай, нет. Чуть не потратил зря. Блять, тварь ёбаная.
Не трогай мой город. Так, а чай где стоит? Второй, да? Ага. Так, а чё мне там? Паука нет уже, да? Ага. Три кухонных ножа, пускай будет. Самидзу Хинако. Won't end up like this. You're going to suffer! It's your fault. It's all your fault! Так. Черт, чай. Чай. Давайте вернемся. Сделаем пожертвование. Шоколад. И нормально. Ой. Прикольно, у нас прям много инструментов еще.
Ой, падла. Ну давай, давай, давай. Ну давай. Give it back. Give me back my happiness! Так. Как ты могла так поступить? My father! С моим отцом, с матерью. Mother! You're gonna pay for this! I suspected this would happen. Я подозревала, что так случится. Зюнка, What you are прошу. doing is То, что ты incredibly делаешь, rude. невероятно But невежливо. then, you Впрочем, should ты и already сама know должна that это by понимать. now. Kill her. Убей ее. Блин, а почему так-то? То есть, Kill her. Do it. может, не надо было убивать? Зюнка, This is for your почему? own good. Это для твоего же блага. Die. А теперь умри. Oh my. She Он truly просто is amazing. надежда красить человек. Such a feeble Такая bride. хилая невеста. May you find peace in Да the будут days мирными ahead. наши дни. Я так подозреваю, что там нельзя было никого убивать. Что... Как тебе ремикс 2 по сравнению с оригиналом? Ремейк хороший был. М. The town. О, It's beautiful. так, сейчас тут душный сегмент надо будет пройти. Тут надо поменять быстро, пока меня не нахлобучили. Так. 2 ястреба. Что еще можно? Кабан, свинерой, катануки. Козел. О.
Ремейк был хорош, реально хорош. Yes. This is my decision. Аптечка. Так. Тобой манипулируют, приди в себя. Ну, это очевидно, да. Хотя вот это говно. Угу. Так, где там у меня часть стояла? To go home. Попьем чаю. Фига себе. The world is celebrating me. I should go see my parents. What the fuck? Ха-ха-ха. Я почти до катсцены дошел. Да блин, серьезно, я улетел просто. И чё? Ай, да блин. No. Надо было вот так вот, типа, рывками подлететь. Блин, какая-то спидран-стратка. Это была спидран-стратка.
Интересно, а я смогу ее повторить? The world is celebrating me. I should go see my parents. This power. Видимо, нет. Get out. Так. Great. This arm can give it. Almost there. Almost home. Аптечка.
Стоят. Ха. Мне кажется, или в первом прохождении он так не стоял? Ну, типа, впереди. Ладно. Так. Выдра. Ну, лучше давайте паука поставим, что ли. Потому что что-то ласка не очень. Сагари. Теперь посмотри. Oggi Serena io buono. Io devo te. Ah. Where am I being led? Куда меня направляют? Thank you for all your Благодарю за help всю in the прошлую past. помощь. Ну, как будто бы разработчики, ну, не сильно задрачивают игрока на тему, как надо играть. Просто на определенные какие-то действия типа дают задачи и все. Get out. Это я про то, что, ну, я что-то вдруг начал думать о том, что, может быть, мне не надо было всех их убивать, когда я гнался за этой призрачной, здоровенной, волосатой хуйней. Ну, типа... Just a bit more. Типа, месть это плохо, все в таком духе, знаете. Stay out of my way! Нормально, нормально. This is it. Вот и все. Turning back now. Пути назад нет. Пути назад нет.
Так, что там надо мне? 400. Так, значит 200. Блин, мне все надо. Ладно, пойдем. Сохранимся. Let's do this. Shimizu Hinako. О, ну аптечку давай вместо Хигаси. Ай, надо было пожертвовать, блядь. А, давай так. И поднимем, наверное. Дай здоровье. Угу. Сохранимся. Окей, let's go. То же самое. Чё, финалочка? А почему у меня, блядь, железная труба? Невероятно, тебе давно пора смириться с судьбой. У меня, сука, священный меч есть. Нет, я отказываюсь. Я отказываюсь ее принимать. Так. Успокой свой разум и отдайся забвению. Чем дольше ты цепляешься за жизнь, тем больше страдает Хинако. Хинако это я. Я Семидзу Хинако. Арк 13 пришел из портала. Здорово. Нет, Семидзу Хинако больше не существует. Ну и ступай прочь. Тебе здесь не место, дитя. Как дух смог оказаться здесь, да еще и в такой день? Хинако, твоя сестра об этом позаботится. Не волнуйся. Hello, motherfucker. Что ты такое? Блин, это фарфоровая кукла непростая, походу. Какая-то третья сторона есть, ребята. Непонятно. А, типа, она сломает все это, типа? Или что?
I'll bring back Я верну Shimizu Симидзу Hinako. Хинако. Аж щепки летят. Ну все. Это дуэль. Ты отняла. Ты все отняла у меня. No, I didn't. Да нет, это не так. Sakuko Сакука, Ринка и Сю. and Shu, you even took. Ты даже забрала моих родителей. It's not like you can't see Ты же до them. сих пор можешь с ними They видеться. can still visit Они you. могут тебя навещать. Просто теперь just not like when все you were не a kid совсем так, anymore. как в детстве. Monster! Заткнись, чудовище. I want myself Я back! хочу вернуть себя себе. Отдай все, что ты забрала. Sorry, me. Мне жаль. But Но everything you're все, что ты feeling right сейчас now, чувствуешь, I'm ready to face я it. готов взглянуть этой правде в глаза. О, нифига! Лол? Что? Hinako, Хинако, take this elixir. прими эликсир. Incredible. Невероятно. Possessed by Ты some была beast. одержима настолько нечестивой тварью и так долго ей сопротивлялась. Curse you. Будь ты проклята, что ты сделала с Хинако? Изыди! Вот так. Пам-пам-пам-пам. Прочь. Hinako, Хинако, теперь ты в безопасности. Лол. Сю. Чё за прикол? Вставай! Почему ты его защищаешь? I swore that Я I'd keep you поклялся, что safe. буду оберегать тебя. Trust me? А разве ты не доверяешь мне? It's always been Мы the же всегда two of были us. вместе. I wanted Я хотела, чтобы мы были for us to вместе. be together. Like we always Как это было всегда. We can't. Это невозможно. Don't you see А разве that? ты не видишь? Things won't always stay the Ничего не same может for всегда us. оставаться think I know неизменным. that? Ты думаешь, я этого не знаю? But why do you trust this Но почему ты nobody? доверяешь этому ничтожеству? Why him? Почему ему? Shoo, Все. you always say you want Ты всегда things to говорил, stay что as хочешь, they чтобы are. все оставалось как есть. Она хотела большего. Она хотела пенис, кроме Катаюки. He says he wants to Он говорит, что хочет построить build a будущее вместе со future мной. together with me. Ну да, типа он видит в ней женщину, а этот идиот нет. Both ideas scare me. Обе идеи меня пугают. Both of them fill Но me with обе hope. наполняют меня надеждой. Если бы. If only I could split Если бы myself только я into могла two. разделиться надвое. If there were two of Если me, бы меня было двое, то одна могла бы остаться.
She could stay here with Могла бы you, остаться здесь с keep being тобой, your осталась бы твоей напарницей. Обиделся и ушел. Всё. I should pursue him. Убежал. Я пойду за ним. I cannot Я не могу allow this to позволить этому случиться. No. Нет. I'll go and talk to him. Я myself. пойду и поговорю с ним сама. Капец ему прям спину битый. Shoo, Все. I'm no good. Я плохой. I tried to smile. Я пытался and wish you улыбнуться и well, пожелать тебе удачи, but I couldn't но do не it. смог этого сделать. And what's worse is, А еще хуже то, что I gave you those я дал capsules. тебе те капсулы. Ну, да. What about them? А что с ними такое? They help you reflect Они помогают within тебе yourself, заглянуть внутри себя. but Но они могут быть they очень can be опасными. extremely dangerous А, too. сука, он знал, гандон тупорылый. Would you give me И зачем something ты like дал that? мне такую дрянь? Я не хотел, чтобы ты выходила замуж. I care about you Ты so мне much. очень дорога. I wanted you to Я see хотел, it. чтобы ты это увидела. Ага. Идея охуенная, чувак. Tупорылый мудак, блядь. Что, черт возьми, со мной не так? Вот именно, блядь, ты How долбоеб. can I not be happy Почему я не могу порадоваться за напарниц? I'm such a piece of Я такой trash. никчемный человек, согласен. Ты просто дерьмо. Фу, воняет. А чё он сделал? Он знал, что таблетки дерьмо и дал их You нам. should hate me. Ты должна меня ненавидеть. Он знал, что таблетки опасны. У Усюка I can never hate Я не you. смогу тебя ненавидеть. He's my partner. Он мой напарник. We've been together ever Мы были since I can вместе, сколько себя remember. помню, как я могу тебя How could I ненавидеть. hate him? You're trying to ruin Ты пытаешься испортить сегодняшний день. to ruin everything that Испортить we все, что у had нас было together. вместе. О, чё, блядь? Нихуя. Это воин Тайра? Кинаку. Забудь обо мне. И беги. Let's do this, Сделаем partner. это, напарник. Alien scum will Эта go down инопланетная without a тварь не fight. сдастся без боя. Но вместе We can take it мы on. сможем справиться. Жестко. А можно билд поменять? Нет, конечно, я в дерьме. Я в таком дерьме. Хотя нормально. Ну, если сюда бы хотя бы кабана поставил бы, в принципе. Shoo, wake up. Hang in there, Shoo. Elementary school. Начальная школа, первый класс. Мы дежурные, Cleaning time, помнишь? remember?
Мы так заигрались в космические войны, что забыли убраться, верно? Our teacher found us and yelled at us. Учитель нас нашел и накричал. Да, точно, хорошее было время. Remember А the помнишь laser gun? лазерное ружье? Оно издавало Made звуки и noises and светилось, lit up если when you нажать pulled на the курок. trigger. Я помню, я его купил на той лавке на фестивале Бонн. I borrowed it from you. And Я у broke тебя it. его взяла поиграть, потом сломала. But you didn't Но get ты upset на with меня me. не разозлился, спасибо тебе. Thanks for that. Да как мне было на тебя злиться, когда ты делала такое грустное лицо. Напарница, я... Что? Да, блядь! Ебать! Давай, 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 давай. I knew good and well you hate being treated like some helpless girl. But I realized I've been seeing you in a way you can't stand. I just hated people telling me I had to act a certain way because I'm a girl. Блять, долбоёб! Отстой. Shoo! Wake up! Hang in there, Shoo! Elementary school. First year. Cleaning time, remember? We were so caught up in Space Force. We forgot to clean. Right? Our teacher found us and yelled at us. Yeah. That's right. Good times. Remember the laser gun? It made noises and lit up when you pulled the trigger. I remember. Bought it at that stall during the Bond Festival. I borrowed it from you, then broke it. But you didn't get upset with me. Thanks for that. How could I get upset with you when you were making such a sad face? Please, give it a
I was wrong. I knew good and well you hate being treated like some helpless girl. But I realized I've been seeing you in a way you can't stand. I just hated people telling me I had to act a certain way because I'm a girl. But I didn't actually hate that I was born a girl or anything like that. I got it all wrong. I've been driving you into a corner. It was obvious how you were feeling by the look in your eyes. But I still didn't get why you were struggling. No! You helped Нет, me ты помог open мне my открыть eyes. глаза. Because Благодаря of тебе я you, наконец I смогла was finally able переродиться. to be reborn. And that's why И поэтому Семидзу Хинато всегда будет рядом с тобой. Рождение было это чучело. Нет, не было. Это вообще другой чел. В первом прохождении мы дрались с самим собой. Там эта вот ведьма была. А тут вот видишь, этот, мы против всю деревню. Заебал. У меня нихуя не было вообще. Shoo! Wake up! Hang in there! О, жестко. Shoo! Wake up! Hang in there, Shoo! Пиздец, пиздец.
Да блядь! Заебал! Hang in there, Shu! Elementary school. First year. Cleaning time, remember? We were so close in Space Force. We forgot to clean. Right? Our teacher found us and yelled at us. Yeah. That's right. Да блядь! Сука! Remember the laser gun? It made noises and lit up when you pulled the trigger. I remember. Bought it at that stall during the Bond Festival. I borrowed it from you, then broke it. But you didn't get upset with me. Thanks for that. How could I get upset with you when you were making such a sad face? Ага. Да блядь, ты что за ёбань? Ну и хуйня, блядь. Shu, wake up! Hang in there, Shu! Elementary school. First year. Cleaning time, remember? We were so caught up in Space Force. We forgot to clean. Right? Our teacher found us and yelled at us. Yeah. That's right. Good times. Remember the laser gun? Ай, бля. It made noises and lit up when you pulled the trigger. I remember. Bought it at that stall during the Bond Festival. I borrowed it from you, then broke it. But you didn't get upset with me. Thanks for that. How could I get upset with you when you were making such a sad face? Please, give it a rest.
understand. I just hated people telling me I had to act a certain way because I'm a girl. But I Давай, didn't давай, actually давай, hate давай, that I was давай, born a давай. girl or anything like that. I got it all wrong. I've been dragging you into a corner. It was obvious how you were feeling by the look in your eyes. But I still didn't get why you were struggling. No! You helped me open my eyes! It's because of you that I was finally able to be reborn! And that's why Shimizu Hinako will always be at your side! I'm warning you. Don't try to stop me. Ну сдохни, чел! Блять, что у меня есть? Пизда. Ебать! Господи! Как же я долго с ним дрался! Спасибо, напарница! Я знал, что ты сможешь снова сделать меня цельным. Все. Спасибо.
Kotoyuki, Катаюки, I'm counting on you я ведь могу рассчитывать, to look after my partner. что ты будешь заботиться о моей напарнице. Уверяю тебя, все будет в лучшем виде. If you ever make my Если я знаю, Hinako что ты unhappy, обижаешь мою Хинако, I'll beat you to a я тебя pulp. забью до полусмерти. Хинако принадлежит мне, она больше не твоя. No way. Ничего She's подобного, my она partner, навсегда so останется she's always моей, mine. моей I'm напарницей. just lending Я her просто to you. одалживаю ее тебе на время. Прекрати говорить про меня как про вещь. Как я это вижу, мы с тобой единственные в этом мире, кто правда понимает Хинако. Может быть, мы могли бы подружиться. Эх, господи. Бро. Да. Да я люблю тебя. Да. Какая же странная хуйня. Грибной дождь идет. Ну, похоже на хорошую концовку. Хорошая примета для свадьбы. Блин, такая девчачья игра на самом. Ну ладно. Вот такая вот концовка. Ну, окей, а что будет в следующий раз? Непонятно. Ну, довольно-таки хорошая, светлая концовка. Очень даже светлая. Пойдем внутрь. На улице холодно. All right. Хорошо. Нет. Нет, нет, нет. А. Плохая концовка? Мне страшно, мне ужасно страшно. Я не хочу быть как моя мать, не хочу становиться ею. Вот так, да? Ну, блять. Короче, женитьба это плохо. Главный посыл в этой игре это сейчас вот было то, что, да, брак это рабство. Вот такая вот хуйня. Ничего себе. Ну что ж, давайте посмотрим. Я посмотрел разбор сюжета от IGM. Игра стала более понятна. Привет, Роквайс. От IGM. Разбор сюжета у них прям есть. Так.
Дневник обновлен. Большое чудовище, похоже на статую Асура. Или В своих многочисленных Короче, русский руках канал. держит самое разное и ужасное. А, понял. Тело его скреплено при помощи мусора и приплетено старыми ветками и корнями, придает ему особую божественность, часто находимых в старых предметах. А, типа, понял. Так, и... Я пошел So на... pray. Думаю, стоит помолиться. Три тысячи. Последняя осталась. Так. Ну, как будто бы... Окей. Короче, вот таблетки Асура. И сейчас какая-то вот еще одна. То есть она предпоследняя. Сейчас, кстати, подождите-ка. Мне нужно, походу, посмотреть на условия концовок. Вы прошли... Ага, вы не приняли красную капсулу, вы совершили обряд очищения священного меча, вы предложили брошь в качестве подношения. Все дело в ее нежелании выходить замуж. Похоже, для японских женщин это пипец какая трагедия в то время. Ну да, это я понимаю. Это я понимаю. Oh gods. What should I do? Короче, сейчас, видимо, все пойдет точно так же, примерно. Вот примерно. Но в чем будет исключение? Сейчас дайте-ка за спидранем. Знаешь, быстренько. сколько концовок тут? 5. Как будто бы 5. Ай, тогда, короче, просто побежали. Я не думаю, что тут мне сейчас подкинут задачку по статуям Where is Дзидзе. everyone? Потому что статуи About Дзидзе Chizuru? по-любому должны быть Maybe I'll find someone there. освещены. Мне просто, по идее, наверное, надо будет пойти... Да. Просто надо будет пойти и взять меч. И все. А потом очистить его. Я вчера учился делать лису из бумаги, которые разбросаны в школе. Ну, интересная There's a тема, да. shortcut up ahead. Вот сама вот эта вот идея с этими оригами. Но я говорю, это те, кто поиграли, те, кто, ну, это... Я слышу, что ее дух унесла лисица. Из всех семей выбрать именно ту проклятую Вайнари-сан. Так, теперь они про проклятие лисы говорят. Ладно, спидруним. Так, это мы пропускаем. It's torn. Пока вообще что-либо новое не вижу. Вообще ноль. It's Shu. Это все. Да, пока ничего нету.
Но вторая концовка была забавная. Прикольно. Сейчас смотрел на нейтралистского бога, который может превращаться как в парня, так и в девушку. Ну это как раз таки Инари сама и есть. Умер в нашем доме. А, так и называется. Ха. Good thing I got this from Shu. It's Прикинь. Короче, Хлоу. концовка была вообще другая. Привет, Мау. Чё там? Хая, соната на НР5 и имда. Ну да. На третью концовку хочу пойти. it's just like my partner Но сейчас said. пойдет еще быстрее, типа, прохождение. What is this place? I need to get back to Sakuko. Сейчас прохождение пойдет еще быстрее. Кстати, надо... Ну да, все Спидром нормально. давай. Ну да, спидраним. Будем не пропускать катсцены, которые, ну, будут новые. Что забавного в той концовке? Короче, все случается почти одинаково. Ну, то есть, типа... В общем, вот эти вот моменты же есть, где мы в потустороннем мире убиваем там друзей, все в таком духе, потом приходит эта вот туманная хуйня и убивает наших родителей. Это оказывается, ну, как я и предполагал, своего рода ритуал по разрыву всяких там связей. То есть привязанности и все в таком духе. То есть это делала там другая Хинака. А вот эта вот наша Хинака, она пыталась ее остановить. Отречение от прошлого. Да, отречение от прошлого, все правильно. И, в общем, она вот не смогла отречься от себя. И Хинака, она, в общем, такая, типа, бля, жестко держится. Типа, чё, сука, погнали нахуй. И так как у нас было лекарство с собой от Хатей сама, мы приняли его, и у нас было какое-то жесткое, типа, этот, как его, как называется, проклятие. Мы избавились от этого проклятия. Ну, прибегает лисий чел, говорит, выпей эликсир, и она пьет, и она становится цельной, то есть она перестает быть раздвоенной, типа та Хинака, которая пыталась отречься от прошлого, и та, которая вот боролась вообще за свое я, оно объединилось и стало нормальной Хинака, но с лисьей рукой и маской, то есть разъебанной в этом плане, и поэтому она такая, типа, как бы оставалась женой этого лисьего чувачка. И, в общем, прибегает Сю сбитой и хуярит этого лисьего чувака в спину. И вот он такой, жестко охуевает, падает. Чё, гандон, типа. Он его хотел его там убить. Лис, нахуй. оказывается, будущий муж, которому ее продали родители в реале. Да, такие есть. И
Они еще, знаешь, переписывались между собой очень какое-то долгое время. То есть этого лисьего чувака зовут Катаюки, и Хинака переписывалась с ними очень долгое время там, и у них завязались какие-то около теплые отношения. Ну, непонятно. Там, блядь, вот знаешь, почему непонятно? Потому что... хотя понятно. Все понятно. Потому что... Да. То есть поначалу это все шло вот как-то так. Короче, были флешбеки, в котором Хинака вела себя, ну скажем так, странно в плане из крайности в крайность. То есть она была в то состояние типа неопределенности, такая типа, да, типа того, а потом резко такая типа, да ну Теплые нахуй. отношения, но она все равно боялась обручаться с ним. Ну вот, да, вот это вот хочу пояснить. То есть она все-таки в какой-то момент она пила какие-то такие таблетки, то ли что, или что-то принимала, не понимаю, ну непонятно. Или вообще без них это все происходило. Просто сама Хинака, ну, начала вот действительно идти по этой теме. Нет, блядь. Да, она принимала таблетки. То есть до этого момента она принимала таблетки в прошлом, и из-за того, что она вот типа общалась со своим внутренним я, то есть со своей внутренней Хинака, их мнения сильно разделились, и одна хотела свадьбы, а другая типа была категорически против, ну это типа настоящая Хинака. И как бы вот пошло вот такое вот, да, раздвоение личности практически. Все благодаря таблеткам все-таки это случилось. Ну и в общем, Сю там отпиздил этого лисьего чела. Потом Хинака защищала лисьего чела, потому что уже они обручились. И, собственно, такая типа... Я пойду поговорю с ним. Я хочу это сделать сама. Rinko. И, в общем, все сводится к тому, что... Сейчас в кат-сценах одноклассники шепчут за спиной, что им удалось провести Хинака, бла-бла. Вот это не пояснили, как они ее обманывают. Может быть, красные таблетки? Может быть, изначально в этом и Ринка была замешана. Бесida в играх — это незавершенность сюжетов. Ну так вот, мы идем к этому, завершенности. Весь Сайлент такой. Ну это да, но тут нам дают ответы по крупицам. Короче, Сю знал, что таблетки, ну, типа, могут быть опасными. И то, что, ну, из-за них ты общаешься со своим я. И он от этого получал, ну, точнее, он из-за этого сильно переживал. И типа такой, бля, как я мог так поступить со своей напарницей, и превратился в монстра. Асура. И, бля, там такая тупая хуйня. Ну, немного кринж, но в целом мы побеждаем этого чувака, Сю, в образе этого Асура. И... Блядь. И в общем, Лисий чел и Сю, они типа такие, ну, помирились, типа. И Сю такой говорит, блядь, ты, надеюсь, не обидишь ее. Если ты ее обидишь, то я приду и отпищу тебя, типа. А он такой, а ты не можешь мне такое предъявлять, теперь она моя, типа.
А Сью так говорит, нет, она моя напарница навсегда, типа. И это Хинака такая, блядь, я не вещь, ебальники завалите. Девка слышала, как Су сказал, что не видит в Хинака женщину и почему-то все равно ревновала и строила козни. А, ну Ринка, да. Ну она тупая пизда, она ебанутая. Но она по факту такая. То есть все ее действия говорят об этом. Я еще мог бы сослать ее ебанутость в сторону того, что все-таки... В дневнике Хинака описывала ее как умную. Ну да. Не, она по факту типа умная, но Ринка, она же... Ахахах, ну Уламче так жестко, тупая пизда, ха-ха. Ну реально, ну типа... Она же... Всех одноклассников и вообще, ну, ненавидела. И сравнивала их всех там, типа... ну, не знаю, с червями или что-то в этом роде. Типа... Как? Она сравнение такое приводила. Какое-то по типу... Она, короче, из детства такую аналогию привела. Короче, она еще с детства была странной, Ринка. Она как-то купила до хера сладостей и это моё угостила... за словом в карман не лезет. И сладостями этими накормила всех детей во дворе. И она, короче, сказала, типа... Все эти дети так радовались и благодарили меня, и все, ну, столпились вокруг меня, когда я им давала, ну, эти сладости. Они выглядели как что-то типа, ну, как паразиты, или как рыбы, или как чайки, как вот, ну, голуби. В общем, их конкретно паразитами, типа, называла. Они такие тупые, типа, ими так легко управлять, манипулировать, типа. Она, короче, себя ебать какой ставила, типа. Ну, она реально считала себя такая, типа, я сама пиздатая, блядь. Вот она вот такая. И когда она видела, что Сю все время с нами тусует, с Хинака, она, ну, реально охуевала и не понимала, типа, да какого хуя так происходит? Я, типа, умная. Как голубям там... семечки метнула. Ну да, типа, я такая, типа, умная и там прочее. И когда она, кстати, помогала Хинака и Сакука, там, с учебой и все в таком духе, она, типа, говорила, бля, они такие тупые, типа, из-за того, что я им немного помогла, они теперь мне благодарны, типа, тупые животные и всякое, ну, короче, вообще жестко. А их там, ну, принижала и так далее. То есть она, ну, ебать, какой гнилой человек. Она все время, типа, такой была. Ну, спасибо. Блин, что-то кошмарят меня. В одной записке кто-то писал: хватит болтать о своих космовойнах. Мы нифига не понимаем и не можем участвовать в разговоре. Так это Ринка и была. I hope Shu and Rinko are all right. А вот, кстати, Сакука, вот вторую ее подругу жалко. Она все-таки реально была такой, ну, нормальной. Просто, короче, она была типа экстрасенсом, что она мертвых видела.
У нее были такие способности, и поэтому она, ну, реально была местами странной. Это типа у них что-то врожденное такое в семье было. И она злилась на Хинака. Сакука чуть быстро отлетела. В самом начале она была помешана на Хинака. Гипердружба. Ну, типа, да. Ну, в целом она была, ну, реально нормальной девчонкой. Ну, Сакука, по факту. Вот Сакука, да. Вот ее в целом жалко было. Ты говорил, она бесит, что долг не отдает. Ну да, блять, ну вот в этом плане, да, ты напомнил, она вот чисто из-за этого меня бесит. Ну, а так в остальном, ну она типа такая простенькая, тупенькая, нормальная. It opened. Ты так воспринял, как будто тебе кто-то в реале долг не отдает. Не, ну я как бы по ролплею, типа по РП конкретно, конечно, ну будь я на месте Хинака, как бы это, не негодовал бы точно, типа, ну блять, нихуя себе. Да они оба еще такие были, причем в первом прохождении я реально не, ну охуевал, типа, о, это имба. Ну все. Имба оружие. Вот самое удивительное, кухонный нож здесь реально самое, ну, мощное оружие, что есть вообще, в принципе. Ringo! Так, ну хотя нормально. Хинака какая-то покерфейсная. Ее пофиг, что долг не отдают. Пофиг, что ее с лестницы столкнули. Пофиг, что ее пытаются задеть словесно. Но... Но есть что-то такое, да. Вот этого я, кстати, еще, ну, не до конца понял. Что-то, видимо, реально происходит или произошло в том плане, что почему-то эта Ринка все время говорили, что мы сдохли. Вот этот момент меня напряг. Она частенько это повторяла, кстати. Типа, Сю, забудь ее, она сдохла, и что-то там. И поэтому я типа строил теорию, что может быть мы вообще в коме лежим. Ага. Возникала мысль, что Хинака плод воображения Су, как было в Shattered Memories. Ха, такое было. Интересно. Так, ну пошло. Nothing useful here. Ресурсы пошли. По идее, можно Есть было бы... несостыковка. Если монстры личные от Хинака, то почему друзья видели их? Это да.
Ну, я, кстати... Where am I? What's this? Ну, я, кстати, не думал, что... Но это сразу отметалось, как будто бы то, что если это все воображение и бред одной Хинока, то да, как к этому ко всему вообще вот эти вот друзьяшки подготовились, подсосались. Ну и потом концовка второго прохождения, она прямо говорит о том, что все-таки как будто бы Сю был на самом деле. What's that? Mind your step. И про этого Катаюки я тоже читал. Этот хер какой-то благородных кровей чел, который был рожден от простолюдинки. Но я так понимаю, все-таки он был рожден не то чтобы от простолюдинки, а типа все куда глобальнее, типа божество взяло, короче, в общем, случилось бракосочетание между Богом и смертной, и родился он. И чтобы как-то опять там, не знаю, какая-то тема насчет того, что он типа обязан был жениться или что-то вроде, короче. Какой-то такой цикл происходит, вот этот вот, того, что типа Бог берет в жены какую-то особенную смертную с особой какой-то кровью. И это случается, реально не часто. Это типа прям повести должно, что такая появится. И все в таком духе. Там какая хуйня. Мне даже кажется, что они таким образом как-то, не знаю, свой божественный статус подтверждают как-то. И как бы так получается, что Катаюки тоже в каком-то смысле пребывает перед каким-то обязательством. То есть он тоже... Wait a minute. I feel like I've seen something like this before. That man. So
Сделано. Alright. I need to focus. Сейчас Need вот to find Rinko. как будто бы единственное, что важное должно произойти, такое поворотное в сюжете, это священный меч на данный момент. То есть мне реально можно положить такой, ну, добротный здоровенный хуй на все, что есть вокруг меня, и бежать тупо вперед. Ну, по факту. Я реально должен спидранить до священного дерева. То есть в втором прохождении этот самый священный меч даже как-то не учитывается. Я за световым мечом. Бля. А хотя... Тут что-то было, помнится. Угу. This should be an offering. Ну да, подношение, кстати, забирать надо бы. Как выяснилось, никаких богов тут нет. Лисий бог, потому что ее муж помешан на лисах из-за случая в детстве. Так что ли? Блять, я вспомнил эту сцену. Типа Хинока в детстве была свидетелем того, как лиса укусила этого пацана Китаюки за руку. Потом эти ублюдки... Так не, ну, он получил одержимость лисы, по-моему. Какая-то такая хуйня. Там было такое. Бля, не круто. Давай, блин. С количеством врагов переборщили. Меня один раз зажало сразу 4 врага. Да. Повышение уровня для моего Тейнла Ючелика в VL5. Окей, let's go. Хиноко, тебе нужно просто ему подчиниться. Вот и все. Все будет хорошо. У женщины одна забота — следовать за своим мужчиной. Вот этого, кстати, не было. Это что-то новенькое.
Хинака. Хинака. Нету. А, я пробежал сильно вперед. Ох, ебать, он удлинился. Прикольно. А чё это он удлинился? Прохождение? И прочный стал, кстати. Охереть, он прочный стал. Йоу. Нормально. Офигеть, он еще длиннее может быть, походу, чем сейчас. Doctor, is that you? Проверяю, может что-то новое появилось. Is someone there? Угу. Ну, ради этих сушеных тушек мы и заходим сюда. Ах ты, блядь, ударила меня. Фигася. Хотя, блин, шоколад оставим. Эх, у меня вот внутренний такой вот еврей очень сильно жалеет о том, что я не полутал там все, не запылесосил. Пиздец. Так и тянет вернуться назад. Сема Сахалар по сути евреи. Это как вообще? Sakuko Shrine is up ahead. I used to go there a lot. Hey na, da da da, hey na, da da da, hey na, da da da, hey na na na. Всё. Мы жадные. Ну,
Говори сам за себя. Я не жадный. Я вообще не жадный. Hey, partner. Лол. Что, блядь? Нихуя себе, сказал я. Себе. Лол. Священный меч тут валяется. Это нормально вообще? Вот видишь? Видал? Как проклятый меч работает. Охуенно. То есть Видал. сейчас у нас проклятый меч. Так. И он работает тут таким вот прикольным образом. Птичку на 8. Вот. Теперь как будто бы оно. Теперь бинты поменяем. Красная капсула. Блин, а что меня ждет у священного дерева тогда, интересно? Это очень такой любопытный момент. И надо ли очищать этот меч? Ну, то есть... будет ли там вода красная, чтобы его очистить? Очень много вопросов. Disgusting. Hinako! Don't go anywhere near that weird stuff. It might be poisonous. Go around to the garden on the right. This way. Got it. Так, сначала залутаем все вокруг. Hinako! What's going on? Some giant monster just showed up! What? Damn! I can't get to you! Hey, the storehouse! I'll open the window! Not enough.
keep turning it. О, господи. Ну давай, давай, погнали. Жиробов конченый враг. Самое что ублюдское в нем, он не умирает. Блять. Повышение уровня диадем Станислав Свечный Ейл 11. О, с повышением уровня. Ебать. Alone. Он сдох? All right. Это из-за меча? Вау. Вот это прикол. Станислава даже нет в чате, а его все равно повысили, лал. По блату. Повышен по блату. Хм. Ну это прикол, слушай. Офигеть. Нихуя этот меч крутой. Он их убивает с концами. Неважно кого. Всех буквально. Ну то есть в своем проклятом виде он такой. Это интересно, интересно. Hinako! The storehouse window! Hurry! Какой же имбовый удар это. Ё-моё, боже мой. Ну это вообще жесть какая-то. Чё делает? Это что, Metal Gear Rising? Так.
Чуть-чуть осталось. Блин. А дальше. Погоди. Шоколад. Давай отдадим шоколад. Черт с ним. И вот так как-то даже, ну, профитнее. Намного профитнее. $51 веры выгоднее получилось. Из-за того, что покупка амулетов и прокачка за общие очки, то ясен пень, никто не купит амулеты, будут на прокачку копить. А я наоборот, мне было интересно, что я получу. И в итоге не прогадал. То есть намного выгоднее брать амулеты, потому что ты получишь, ну, реально имбовые амулеты. Так, ласточку, по-моему, ты где-то находишь. Выдра выпадала. Охуенная хуйня. Просто это вот одна из самых имбовых вещей. Также одна из самых имбовых амулетов это паук. То есть, если ты берешь паука связки с выдрой плюс с ласточкой, это уже охуенно. Но если у тебя имеется еще вот эти дополнительные ячейки для еще одних амулетов, то вот, например, вот это вот один из самых охуенных билдов. То есть у меня тут по умолчанию ласка увеличивает урон от обычных атак. Ласточка, который увеличивает урон до 5 раз стаком. То есть, например, одна контратака плюс 1 увеличение, еще одна контратака плюс 2 и так далее до 5. И Амамари змей, который мне дает автоматическое выполнение контратак. Ну, это вообще пиздец. Единственное, что мне нужно, это просто поддерживать уровень здравомыслия на нормальном уровне. И просто с помощью выдры я балансирую прочность оружия. И всегда стараюсь сохранить у себя кухонный нож. Потому что кухонный нож это все-таки... Загадка с чучелами, а это говно собачье, смешанное с кошачьим. Я бы тому, кто ее придумал, плюнул в лицо. А ты там где охуел? Последним? Когда надо было найти последнюю, ну, которая вдалеке стоит. Да, я там тоже долго охуевал. Я понять не мог, бля, где она, где она? А потом такие, вот он. Да везде я все чучело рандомил. О, новая, открытка Тринка. Я все надеялась, что когда-нибудь вы с ним бросите эту свою дурацкую игру, эти космические войны. О, новый контент пошел. Не, там в принципе нормально показывают, ну, описано. То есть, это вот стоит просто. И все-таки те чучела, у них лица которые... одинаковые, но ты угадай. Не-не-не. Ну, если нормально посмотреть на них, то ты увидишь одну особенность. Те чучела, которые тебе нужны, они не имеют оружия. Это первый признак. Второй признак — это описание. Вот, гора упала с плеч.
То есть мы смотрим, все с оружиями. Вот без оружия, и оружие лежит на земле. Типа гора с плеч упала. Так, еще подожди. Мне тут ништячки. Нет, да? Ну ладно. Зырим, берем. То есть ты, конечно, исполнил мое невысказанное желание, только самым худшим образом. Там же на эмоцию маски смотреть надо. Я подходил к чучелу без оружия, оно его вытащило из-за пазухи и напало. Не только эмоции. То есть тут, ну реально, не эмоции. А как они расположены. И все в таком духе. Сейчас покажу. Is this some Вот sort это of вот, например, offering? одна из таких. Ты навредил ему, теперь ты его бросаешь. Надеюсь, что за все содеянное ты будешь страдать. Так, смотрим. Вот, видишь, чел валяется, вот она уходит, значит она без оружия причем. У них все лица, ну, эмоции одинаковые, по факту. Так, потому что ты знаешь, что он сделал, когда ты решила больше не играть. Этот жалкий дурак продолжал играть свою тупую игру в одиночку. Так. Жалкий дурак. Это Ринка про своего любимого так говорит. Жалкий дурак. Чё ж она так страдает по жалкому дураку? Ты постоянно мне мешал, всегда стоял между мной и ним. Вот тут, например, вот она, вот это вот он, и вот без оружия стоит, ну, между ним и ей, типа. Так, луч. Ты теперь вся такая взрослая, да? Так вот, это тебе не детская игра. Думаешь, что сможешь бросить, когда захочешь? Что сможешь убежать, не столкнувшись с последствиями? Прощай, не показывайся здесь больше. Иди занимайся своими делами, когда как ты На всегда ютубе поступала. много роликов с чучелом, которые жопу выставляет на превью. Но я что-то такую... Это, видимо, как-то камеру поставить надо и особенным образом. Вот оно, видишь? Вдалеке от всех, вот он стоит. Сегодня твои похороны. Вряд ли пройдет много времени, прежде чем он окончательно откажется от тебя. Меньше, что ты сейчас можешь сделать, показать ему, что от Синдзи Хинок остался только прах. Может, она реально сдохла, я понять не могу. Может, 6 апреля у нее похороны, и эти похороны заодно и являются днем свадьбы с Лисом. Hinako! Wait. What just happened? Come on! What happened? И типа друзья на нас злятся, потому что мы... Ну как-то, блядь... He can't wait for me to catch up. Ну, они обижены на нас, потому что мы... Ну,
сдохли. Ну, типа, не знаю, какого хуя ты сдохла? Взяла и киданула нас всех. Ну, типа. I better get going. Вот. Во всех этих коробках руки жен, видимо. Это пиздец дохуя. А чё, лута нету? Вот, пожалуйста, маска еще. Вот она валяется. Я причем, кстати, все амулеты взял. Знаешь, какой самый имбовый амулет и при этом, ну, ебанутый? Ну, точнее, имбовый и не имбовый одновременно. Сейчас покажу. Маргаритка. Здравомыслие, выносливость бесконечна. Но Хинека моментально умирает от любого физического урона. Вот такая вот хуйня. Отчасти, ну, может быть прикольно. Но все-таки случайный урон, который ты можешь получить, ну типа случайный, его много. Я хз. Слишком много врагов, которые имеют типа, ну, АОЕ атаки. Wasn't that closed before? Вон, у всех лиц нету. Все попадали. Не доверяем. Символичности тут ебал дремал, конечно, прям много. Да блять, иди нахуй. Ну охуенно, чел. Просто в катсцене меня уёбнул.
Нагинату по-любому берем, да? Окей. О, новая записка. По давнему обычаю семьи Цунеки, каждый следующий наследник должен подарить своей невесте эту нагинату в день свадьбы. Украшенная древка тоже меняется в зависимости от пожелания невесты. В честь новой невесты в семье древка, покрытая сусальным золотом, был вписан рисунок птенца с широко расправленными крыльями. Отражение не только имени невесты, но и надежды на то, что она будет парить высоко на позолоченных крыльях. Sorry. I'll hold on to it for a bit. Ну все. То есть, по факту, мы приняли дар от Лиса сейчас на свадьбу, эту нагинату. То есть он такой, типа, очень хитро выебанным образом нам его дарит. Как лут. Представили себе, как бы женились игроки Escape from Tarkov? Они такие друг другу кольца бы там, не знаю, прятали бы в всяческих местах. И они такие лутались бы. It's no use. It won't open. Hinako! Over here! Sakako? Suck my cock. A library? In a place like this? This way! Over here! Hinako! Sakako! Is that you? Where are you? Так. Damn. Блять. Ой, бля. Угу.
как будто бы... Хотя ладно, не. Пока не буду. Хотел пожертвовать хилки всякие. Are you there? Бля, я типа не сохранился, да? Да не убьют меня в туалете. Да блять! To get out of here. Hurry, Hinako! This is incredible! Hinako! You left me alone! Пошла. Ну серьезно. Traitor! I don't want to be by myself! It's lonely! Нормально. О, господи. Без тушек. Что-то я думал, что тушки будут всякие. Так, еще. Ой. Так. Ладно. Попробуем как настоящий про разъебать эту сахарку. You traitor! Sakuko! I don't want to be alone! Вот это да. Как профи я умер просто. Sakuko! Why? You traitor! What's going on? Да блять! Ёбаный рот нахуй! No! Just relax and close your eyes! Why do we have to fight each other like this? Supposed to be here right now, Hinako.
О боже, нахуй. Sakuko! Why? You traitor! What's going on? Ага. Why do we have to fight each other like this? You're not supposed to be here right now, Hinako. What are you doing? Dodge this! You traitor! Блять. Да блять, ты сука ебаная. You traitor! The more you refuse to get in, the more you'll suffer. I have no idea what you're talking about! I know you want nothing more than to not be here. Ну чисто с ножа заебашить, это, конечно, да. Ну тут совершенно ничего не поменялось. Эта сука все вот так же пытается нас убить. Неизменно. Ринка. Да. Безумная сука будет всегда безумной сукой.
И надо поставить вот фотку этого китайского мудреца, который вот так палец вверх поднимает. Hinako! Over here! You okay, partner? Are you okay, partner? Yes. I'm okay. Yo. Partner, is it just me? Partner. Повышение уровня для артист Switch LVL 21. О, они еще все уже 21 уровень. С повышением уровня RTX. Сороковая минута. Фигаси. Да, это жестко. Ваншот, ё-моё. God damn. Пиво. Прикиньте, засудить Konami за то, что они поставили вот эту вот рекламу пива в игру. Типа я такой сказал бы, блин, я был в завязке, я очень долгое время не пил, но как увидел это в своей любимой игре, типа там реклама пива, я все, не удержался. И теперь у меня нет жены, нет детей, все меня бросили, потому что Konami меня Это true story, да. подтолкнули к алкоголю. Да, это будущее true story. Когда я буду судить с Мне аж Konami. самому пивка захотелось. Да. Ты подавай в суд на игру, а я на тебя. Ты алкаш, я алкаш. Вместе мы алкогольный. Круг.
Ой, пошла ты нахуй! Боже, блядь! Сука ебаная! Если так подать в суд Konami, то Konami априори выиграет, потому что наймет лучших юристов лал. Ну, надежда есть, потому что все-таки у них юристы не от Nintendo. Вот с кем судиться я бы не стал и сразу бы решил, что это дохлый номер, это Nintendo. Я даже уверен, если бы у меня была бы какая-то очень хорошая позиция защиты в суде, то Nintendo, наверное, отправила бы ко мне якудзу какую-то жесткую, типа, и они мне бы грозили пальцы отрезать там. Ну, короче, я бы, ну, скорее всего, там, да, я бы сказал. Игра не виновата. Сразу. И они такие... Что в переводе означает, так и надо было Кодзима сразу не сказать. стал судиться. И просто ушел бэкслэш. Ну да. Это о многом говорит, по факту. Вчера кто-то слушал, говорит: ребята, не ходите на удаленку, трекер поставок, даже не отойдешь от компа, и для наработки 8 часов, по факту 10 работаешь, а в офисе может походить кофе попить с коллегами, поболтать. Значит, у Konami есть влияние. У тебя в трекере сколько минут отсутствия считает? Ну, типа, не отсутствие, а бездействие. Ну, что по сути одно и то же. Ну да, типа. Ну да. И сколько в настройках? По-разному. Интересно просто, как глубока кроличья нора. В смысле? Но мне покурить 5 минут хватит? А, ну это вообще нормально. Или пропуск уже? Да нет, конечно. Ну там не так строго. То есть, ну, ты просто должен потом отчитаться по поводу того, А это норм. как ты работал и так далее. Ну, то есть ты конкретно там, например, отчитываешься. Вот я так-то так-то делал. Вот в это время вот занимался такими вещами. И все, да. И Ну лишь нормально. бы не каждую минуту. Не, это слишком. Там оно... А то вообще пиздец. А что, ты уже хочешь поступить на работу? Типа к нам? Но в целом, ну там не слишком пиздецово. Это Не, любопытно. ну так слушаю айтишников нытьё на ютубе иногда. А. Интересно, что в сфере. Ну смотри, вот, например, вот про то место, в котором я работаю, ну, ты сам вот слышал, да, много нытья было по этому поводу, и, ну, я такой, ну, блять, наверное, это были все-таки зумерки. И как бы не то, чтобы я оказался прав, но по факту сейчас все хорошо. Если и раньше так было, то сейчас это не так совершенно. И меня еще один другой хер пытался убедить в том, что я работаю в компании, которая типа плохая. Аж закинул меня в группу, где есть типа, ну, обиженные люди на эту компанию. И те что-то типа, ну, пытались пояснить, но по факту, Ой, да, блядь, есть такие люди. и по факту это просто были
люди, которые, ну, стажировку не выдержали. Еще группа. Ну, типа, да. Зачем, интересно? Хуй знает. Короче, ну не то чтобы группа, просто в той группе был один такой человек или два. Митинг, что ли, решили устроить? Да нет, просто я неправильно выразился. Короче, там один или два человека такие были, и типа, мол, вот, расскажи ему, как там, ну, ты работал, это пиздец был, да, расскажи ему. И, собственно, чел такой, ну, блять, не то, что прям супер пиздец, ну, как бы пиздец. Просто я там, ну, он по факту говорит, что, типа, не прошел просто этот стажировку, и все. Я такой, ну, yes. Окей. Да. Плохо. Ужас. Да. Какие же неплохие. Так. Блин, кабана можно взять. Но надо думать про... О, волк! Это пиздец, имба! Это жестко. Выдра, ласка, волк, ласточка, змея. Ебать, это просто жестко. Вы давно в эти тусите? Ну, я конкретно с прошлого года работать начал по факту 2 месяца назад. А так, ну, типа в тусовке IT, ну, вот с прошлого года начал тусить, да. Где-то примерно с февраля прошлого года. Да. До этого где работала, если не секрет? Графическим дизайнером. Ну, это вообще не секрет. То есть графическим дизайнером там занимался наружной рекламой. Ты прям норм вкатился в IT. Ну, да, скорее всего, да. Ну, надеюсь. Как молодежь говорит. Нормально. В принципе, Люди неплохо. годы тратят, чтобы программирование изучить. А вот геймджемы очень сильно прокачивает. И много практики. Я... Ты талантливый сучонок. Да не, мне просто везет. Еще и English по играм изучила, я годами его нужно штудировал Гэнсган. Да. Не, ну я считаю, тоже годами в игры играл. English так и поднялся. Ну, то есть, общение. Там, в сетевых играх, по большей части. А не, вот просто. Все-таки игры что-то дают буст мозгу, мне кажется. Ну да, по факту так и есть. Не то, что прям буст, но просто
ну, как я на это смотрю. И как это ощущается. То есть, ты играешь в игры, там выполняешь какие-то задачи, и если ты сам догадываешься, как выполнить ту или иную задачу, Да то есть тоже ты задачи справляешься. решаешь постоянно. Да, да, да. И мозг твой, типа, о, нихуя, типа, и, ну, как бы дофамин там и там прочее, но также он как бы такой, блядь, мы что-то смогли, ну, задачу решить, охуеть, как прикольно. И, ну, ты такой, да. И как бы кайфуешь тоже. Ну, то есть, помимо получения какого-то химического дофаминового кайфа, там, ну, еще какие-то другие приколы есть, я считаю. Не просто так все. Фига себе. Where are those two? Hinako! This way! Ха, исчезла. Да, особенно гемблинг хорошо влияет кэпу. Не, ну геймблинг это другое. Ну, тут как бы, конечно, зависит еще и от задач, какие ты выполнял. Это, конечно, да. Пиздец, разъеб. Боже. Ну это реально без шансов какая-то. Ёбка в одни ворота происходит на данный момент. Вообще без шансов. Слушай, Give up on брось Hinako. Хинако. Listen to me. It's too late. Give up on Hinako. You're lying. Секунд, ты ведь врешь. Я угадал. Как по мне, вкатиться в эти нужно прямо с детства задатки иметь. И талант. Да не все так сложно. Просто дело, как я считаю... Я же вообще, блин, долбанный гуманитарий. Мне очень сложно было. И до сих пор Желание сложно. просто надо. Я не говорю, что сейчас мне легко, ни в коем случае. Мне до сих пор сложно. Но возможно. И дисциплина.
Ну да. Дисциплина во многом играет роль. Программировать и кодить не всем дано скорее. Не, правда дано. Дело чисто, ну, не то чтобы в мотивации. Понятно, что в Google работать надо талант, но кучу мест, где простое кодирование. Всем дано. Я вообще не шарил в информатике и не понимаю до сих пор. Но можно вкатиться очень легко. Хочешь, я тебе потом, ну, скину игру, программу, как, ну, по обучению. То есть оно Godot учит. Но по факту это просто базовое понятие программирования, как оно работает на самом-то деле. Такая. Она, ну, в бесплатном, в общем доступе валяется всегда везде. Ну, точнее в этом гитхабе. Ее просто берешь, скачиваешь, играешь. По-моему, сообществом Godot она сделана. В конце концов, есть госпредприятие для тупых. Там вообще можно сидеть треугольник, вставлять в треугольную дырку годами. Да, это жестко. Есть такая песня даже, называется «Я хочу войти». Войти, 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 войти. Я всегда хотел войти. Войти, 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 войти. Прикольно. Знаете, это боль. Ну, типа да. Бля. Я всегда хотел войти, 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 войти. Но ничего. Ты по этой дороге проходил, когда шла в школу, верно? Didn't you?
Я хотел ходить в ту же школу, что и ты. Если бы это было возможно. Блядь, я вдруг осознал, что случилось. Катаюки убил ее. Хинака. Он маньяк, серийный, блядский, ебанутый долбоеб. Убил Хинака. Мне вдруг осознание, озарение пришло, что он это сделал. И провел какой-то ебанутый обряд. Бля, это много объясняет, бля. То есть он убивал много других женщин. Во втором прохождении я находил такую хижину, вот здесь в горах. Там лежали вот трупы типа вот этих вот женщин, ну, марионеток этих. Но там еще была записка о том, что типа женщины всегда уходят от меня, потому что не умирают или что-то там. И это был Катаюки, по-моему. То есть, блядь, это пиздец. Он серийный убийца. Он убил Хинака. Cut it out. И да, она действительно умерла. Игра как луковица. Но... А почему тогда сюда вал колеса? Слой за слоем. А вот, блядь, вот я не понимаю, как это, ну, блядь, походу как-то... По-моему... Короче, всякое дерьмо случилось, походу. Ну, не знаю. Так, что происходило? Я так сейчас попробую выстроить какую-то цепочку событий. В общем, она была школьницей. Или, ну, как-то это. Потом... приходит известие о женитьбе. Хинака закрывается, перестает общаться с Сю и с девчонками, поэтому они называют ее предательницей. Ринка на нас еще сильнее злится, потому что мы бросили Сю, а Сю продолжал один играть и охуевал. А мы еще и продолжали пить таблетки. И она однажды в каком-то таком, блядь, в состоянии, ну, в забытье ходила гулять в сторону школы. И тут ее настиг этот самый ебанутый Катаюки. И понеслась. Все, да, я разгадал эту хуйню. По-моему, так. По-любому. Возможно, она убегала, там сначала оторвала его тут рукав, потом, ну, через лес, там юбка вот эта вот снизу рвалась, там прочее. Потом он ее догнал и в спину. А потом вырезал ей лицо. Ну, короче, какая-то такая ебанутая хуйня произошла. Но, причем, знаешь что? Возможно, для Хинака это все происходило иным образом, как мы видим в потустороннем мире. Типа, знаешь, как она вот со всей этой ебаной хуйней по поводу женитьбы и там прочее. Там проводятся вот эти вот ритуалы и там прочее. То есть у нее в голове происходит так, как будто бы она выходит замуж за этого... лисьего чела, а по факту просто ее убивает этот маньяк.
been here since graduation. Ну да, много смысла появляется, как будто бы. This Hokura's older than the school. I remember hearing a wealthy man built the school here when he struck it rich from dam construction. Только вот, но есть моменты странные. Но надеюсь, они будут потом понятны. Просто сейчас, на данный момент, из того, что я вот выстроил, получается так, что это все просто сон собаки. Ну и школьницу. Не то чтобы я сравнивал школьницу с собакой. Ну просто, типа. Получается как-то не очень прикольно. У меня теория такая, что Сю и Катаюки – тупые спермобаки, которые довели бедолагу до Роскомнадзора. Ну, Сю, по сути, да, потому что вот говорил всякую разную тупую поеботу, потому что он тупой школьник, блядь. А Катаюки, ну, что он? Ну, по факту, она с ним переписывалась. Да, был момент. Это факт. Она с ним переписывалась. Может быть, он назначил встречу Box won't open. в горах и там ее ёбнул. Но может быть, она по факту может просто получила передоз от таблеток. Тоже как вариант. Все может быть тоже быть таким вот приземленным. Ну то есть Сю по факту говорит же, что таблетки были опасными. И он прекрасно знал об этом. Очень красивое здание. Все, что связано со школой, для нас драгоценное. Школа сделала тебя такой, какая ты есть. Это особенное место Хинок. Это все особенные воспоминания, напарница. Школа сделала тебя такой, какая ты есть. Это особенное место Хинок. Но это звучало стрёмно. Это как будто бы Сю с нами разговаривал. Да не. Ну типа Сю маньяк. Ну, можно назвать его маньяком, потому что у него все-таки действия были довольно-таки маниакальными. Ну, типа, когда он нам очень опасные таблетки отдал. Он все-таки нас как будто бы хотел убить. Ну, типа, чтобы мы не вышли замуж. Он нам же в этом признается в конце второй концовки. Типа говорит: я тебе отдал эти таблетки, чтобы ты не вышла замуж. Ну вот буквально так он сказал.
did someone put this here? Да это чисто какое-то аниме. Ну да. Ну и причем аниме в том плане, что сценарист этого прикола, он известен подобными сценариями типа. О, нихуя, я тут не был. Лол. Я нашел упоминание о переходе от культа водяного дракона к культу божественного дерева в исторических записях, относящихся примерно к середине периода Камакура. В них говорилось, что в Бесогуауке побывал необычный монах. Он носил множество масок, а ростом был больше 10 сяку, около 3 метров. Откровенно нелепое привлечение. Этот монах привел людей к высокому кедру, тому самому, что потом назовут божественным, и сказал такие слова: «Все, кто боится гнева водяного дракона, вам не нужно больше трепетать от страха, ибо чудовище слабеет и готовится ко сну. Знаете же, что это великое дерево вытянуло из дракона злую силу. Служите великому дереву, и оно будет усмирять зверя до конца времен». Услышав слова монаха, жители Бесогуауки отказались от культа водяного дракона и обратились в веру божественного дерева. Однако со временем начал меняться и культ божественного дерева. Бесогуаука была скрытым от общества поселением, и у ее жителей не было возможности торговать с внешним миром. По этой причине им приходилось относиться к своим инструментам с особой осторожностью. Из такой уникальной культуры родился культ Цукумогами. В местных исторических записях говорится, что старые инструменты подносили богам, складывая в дупло божественного дерева. Очередное искажение религии. Эти долбоебы таким образом вызвали удар молнии в дерево. Они дохуя железных вещей понатыкали, блять, в это огромное священное дерево. И молния хуйнула по нему. 3-метровые монахи, гигантские священные кедры, дракон. Неужели люди готовы обожествить все что угодно, лишь бы было больше них самих размеров? Как это нелепо. Так, нифига себе, новый. Если выполнить мощный удар сразу после идеального уклонения от вражеской атаки, вы совершите мощную контратаку, сильно сходящую выносливость. Не понял. Если выполнить мощный удар сразу после идеального уклонения от вражеской атаки, вы совершите мощную контратаку. Хочу проверить. Письмо Хинако от Сакука. Хинако, тебя уже пытались втянуть в игру «Жертвы лисы»? Там все пишут на доске свои имена, а лиса каждому предсказывает будущее. И один из этих людей обретет большую удачу. Но это не просто детская игра. Попомни мое слово, здесь действуют силы духов, и лиса не предсказывает людям их будущее, она вершит его сама. Пообещай мне, что не станешь участвовать даже в шутку. Даже если сама в это не веришь. Пожалуйста. Бискут, скажи ли мне, торопись, беги скорее, уже поздно вечереет. Лиса, победишь ли врага своего, обернешься, увидишь ли кого. Хинако, Кимия, Канта, Сатия, Сакуку, Аринка, Сю, Катаю. Лисья жертва. Бля, прикол. И сейчас моя теория пошла нахуй, да, просто потому что есть лисья игра.
Возможно, они реально какую-то ебанутуху сделали. Достопочтенному лису, моему предку, благодарю тебя за божественное откровение. Твоя воля будет исполнена. Ёпта. Ну это стрёмно. Блин, столько вариантов произошедшего. Это прям вообще прикольно. Ну реально, сюжет огонь. Вон, смотрите. Гора. То есть рисунки какие. Вон, дети ходили в гору. Если так подумать на эту картинку, если глянуть, то может быть на картинке вот типа этот Сю слева, потом идет Ринка, вот Сакка, наверное, а вот зеленая это Хинака. Есть еще машина какая-то. Вот тут видите, вот картинку. Там девочка и какой-то без лица, ну, чел без лица. И скорее всего это Хинака и чел лис. О, изменилось. Хинака пропала. Химия, рак. Канта. О, болезнь сердца. Сети, рак. Сакука, сердечный приступ. Ринка сгорела насмерть. Сю, удушение. Катаюки, желания сбудутся. О, ебать. Так мы все сдохли. Хотя Хинака непонятно, она сдохла или нет, но по сути... Значит, Катаюки сделал какой-то ебанутый обряд. Пожелал, чтобы за него вышла замуж Хинака. И остальных просто накрыло проклятиями и всех убило нахуй. Ну, по факту Сю реально умер от удушения. Он реально умер. Он... То есть там не просто так показывали, что он, ну, повесился. И не просто так показывают, что Ринка сгорела там, типа вот в клетке. Она реально сгорела. А Сакука сердечный приступ. Из-за того, что остался в темноте. Катаюки, желания сбудутся. Блин, да это вообще жесть какая-то. И в натуре один только этот остался. Так, сколько имен тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, тут 10 стульев. Ну, да. Ну, это разъёб. Драубе. Шипуска, привет.
Да блин. Ух. Блин, а чем лечиться, товарищи? Чай. Йоло! Да. Нормально. Че, играл в эту игру еще пускай? Это одна из самых охуеннейших игр, по факту. Блин, интересно, она будет номинирована на игру года? Я бы ее номинировал, например. За счет сюжета и все такое, она прямо, ну, очень хороша. Ебать! Это круто! Чёрт! Да. Скорее возьмет какую-нибудь номинацию. Но не игру года. Не, это понятно. Игру года, скорее всего, Silksong возьмет. Или Clair Obscur. Ну вот кто-то из них точно. Но эта игра как будто бы должна быть номинирована. Потому что, ну это ебать какая игра. Это годнота. Мало продаж. Ну да. Но все-таки я как ценитель серии прям хотел бы верить, что эта игра будет занимать какой-то прикольный номинацию. The locker room.
Takes me back to my track and field days. Кто? 3, 7, 7. Is this some sort of offering? Сука. Ах ты, блядь. Is it dead? Айоми. А. Блять. Айоми была вот тупо. Эк. Это сос. А. Угу. Ну, давай. Разъёб. Так. Ах ты, сука. Хочу зайти на последней ноте. Не удалось. What's that?
wasn't right. No, that's not it. Блять, а как тут было-то? Сука, зря я сюда вообще шел. Я точно помню, что это было. Блять. Тут какая-то максимально тупая хуйня была, не помню. Вот типа такого, что ли? Бля, сука. So this is where you are. It's already made it this far. Дождь?
Так, It's a beautiful arm. Even the тут- blood is alluring. тут то же самое совершенно. Thank you very much. This is Sakuko's. Get out. М, This can wait.
Rococo loved rabbit. Only has rabbits as her friends. In their little web. Так, прошлой ночью мне приснился странный сон. В нем мне явился Бог и велел восстановить святилище Сёнэнсюги в его былом величии. Сегодня мне вновь приснился странный сон. В нем кто-то говорил мне, что я не должна восстанавливать святилище Сёнэнсюги. Должно быть, это враждующее божество наслать на меня морок. Но я уже знаю, каков будет мой ответ. Потому что установить святилище — это и моя мечта. Бог, который говорил со мной вчера, сказал, что некое злое божество лишило их святилища. Бог, который говорил со мной сегодня, сказал, что святилище используют для поклонения злой сущности, из-за чего оно пришло в упадок. Если я должна сделать выбор, то доверюсь Богу, который посетил меня вчера. Однако, когда я сказал об этом сегодняшнему визитеру, он не ответил. Почерк здесь совершенно не похож на почерк Сак. Глупая Мика, ты хочешь служить злобному богу. Я сожму твою пустую башку в руках, так что она лопнет. Жестко.
Хинака действительно очень быстра, когда выкладывается на полную, а когда мы бегаем с ней вместе на уроках, физкультура нас сбавляет темп, чтобы я не отставала. Но стоит ей понять, что она может бежать со своей скоростью, как она устремляется вперед без удержанной радости на лице. Я всегда говорила, что мы должны все делать вместе заводить парней и даже выйти замуж одновременно. Это были детские эгоистичные желания. Я бегаю медленно, а Хинака быстро. И жить люди тоже должны в своем темпе. То, что Хинака бежит быстрее меня, не означает, что она предает меня. Я завидовала, но не могла признаться в этом даже самой себе. Хинака, прости, что назвала тебя предательницей. Сакука заставила меня пообещать, что если кто-то из нас решит завести себе парня, мы обязательно должны сделать это одновременно. Меня такое не интересует, но я согласилась, потому что она была уж очень зациклена на своей идее. Потом по городу разошлись слухи о том, что Катаюки просит моей руки. И словами не передать, как ужасно все вышло. Слухи дошли до Сакука, и теперь каждый раз она называет меня предательницей. Не хотела я такого. Нихуя себе. Даже так. Катаюки. Кажется, Сю, Ринко и я оказались в любовном треугольнике. Не будь Сю моим напарником, я, наверное, хоть не поддержала бы любовь Ринко к нему. Ринко была вне себя от счастья, когда я услышала предложение замужества от Катаюки. Что же неудивительно. В конце концов, любовная арена исчез ее злейший враг. Eric. Oh, you look even more beautiful today. Блять.
До сегодня закончим. Ха. Понятно. Ну чё, будем дальше играть. Будем.